Всем привет! Начинаем стрим, день 8. 8 день. Итак, возвращаемся к нашим вещам, проблемам и так далее. Вспомнить бы, что мы вообще делали. Дело было давно. Так, Попался. попался, да. Есть такое. Все, сдаюсь. Приветствую. Значит, у нас вот это вот, да. И, наверное, будем сейчас делать. Сказал, что в 11, а сам втихую раньше начал. Там такая черточка была. Здорово, как дела? Здорово, дела хорошо. Там такая черточка, ну, смотря как посмотреть. Черточка такая, знаешь, так приблизительно она означает. Приблизительно в 11. Вот. Так вот. Дела хорошо, но смотря как посмотреть. У тебя как дела? Так, значит, Почему твоя борода до сих пор не отросла? она подпиливается помаленьку. Сегодня подпилил. То сильно зарос. Но, может быть, начну отращивать. Ладно, все, не буду тогда больше подпиливать ее. Буду теперь бороду еще отращивать. Зима начинается. Как бы холодно, все дела. Поэтому хорошо, все, я понял. Так вот эта штучка, да? У меня гуд. Прогресс в управлении персонажем идет. Ой, это хорошо, это прям великолепно. Смотрите, что мы сделаем. Мы, наверное, сейчас... А как мы сделаем? Trace by channel. Sphere trace by channel. То есть он по какому-то каналу ее пустит, правильно? Оно оказывается капец какое сложное в реализации. Уже бошка болит. А что там? Подожди. Trace by channel, вот когда пускается, это у нас что работает? Это о чем говорит? И это говорит о том, как реагирует вот этот чувачок на вот эту вот фигню. Вам ничего не видно, я просто показывался. Молодец. Просто молодец. Как вот эту вот, да, фигня вся идет. То есть, visibility на... Ну, то есть, если по visibility он стреляет, то вот этот вот триггерит или не Куча триггерит. анимаций, всевозможные движения, и надо сделать так, чтобы они органично могли меняться. Ну, так ты же можешь подсмотреть, как там было. Или как. А это Object Response. То есть, нам надо вот тут вот Trace Response добавить один какой-нибудь. И посмотреть, как он, ну, поставить его overlap. Все, чтобы его игнорило, а вот эти navmesh сделать их overlap. То есть специальная коллизия для клика вот этого, для спавна башенок. Да? Да. И вот она будет отлавливать вот этот navmesh bounce volume. Если она navmesh bounce volume отлавливает, значит все хорошо. Если нет, то нет. А что нам это даст? Если он и так на навсетке делает. Это нам даст то, что если будет не... Сейчас как скажу, сейчас мощно скажу. Если будет... у нас же тут еще одна сетка будет находиться. Давайте я все включу уже. У нас-то еще там одна сетка будет находиться, где мобы ходят. То есть тут внутри. Чтобы мы туда не клацнули, потому что сейчас наш код, он там клацнет и там поставит башенку. Нас это не устраивает. Нам надо, чтобы именно по вот этой сетке, где мы скажем ему, можно ставить башенки, там все и происходило. Как бы теперь это все сделать так, чтобы было прям вообще уф. Как бы это сделать? Ну, будем делать через этот. А по поводу того, что правее левее, это надо сейчас как скажу, офсет вот этот, чтобы сдвиг был. Ставить его.
ставить его надо и подстроить, чтобы он там аккуратно был. И он 3 там не сандалил, потому что сейчас он, по-моему, 3 нам, да, их может туда засандалить. Типа раз, ну давай. Он вообще ничего не делает. Мы его сломали, что ли? А, ну да, мы же его сломали, там он ищет как раз-таки вот эту штуку и не находит. И плюс же эта фигня как раз-таки говорит, что на каком поле, потому что у каждого этого товарища свой будет так находиться, у каждой вот этой штучки. Мы же на код ставим свой так. А где-то прикольная игра. Какая прикольная игра. Пиу-пиу от первого. А, ну я ее почти доделал, типа доделал и выложил в этот самый, в доступ бесплатный, можно побегать. По-моему, есть на Твиче ссылка в описании, там Google Диск или Ичо, что-то из Где этого. посмотреть исходники Элдена? А я откуда знаю, где их посмотреть? Короче, в ссылке в описании можно скачать, побегать, если интересно. Если просто новости, почему, типа, где она вообще не делается. Ну, типа, доделал, захотелось поделать онлайновое чего-нибудь. Все, дальше там надо... Конечно. Дальше там... Качаю. А, все. Жду этот самый, как и отзывов. Так. Ну, там баги есть, лаги есть. Там она доделана, но только на словах доделана. Так, там еще делать ее, конечно, но пройти дальше. Тут приветствую. Так вот. Короче, мы сейчас посмотрим гайд одного мужчины. Вот, он как раз-таки по этим рассказывает. Ну, вы послушайте, я посмотрю. По этим, как их, по коллизиям. Так, здесь-то я помню, что нам надо в коллизии залезть. Трейс нас интересует. Он ее продал за миллионы, теперь вон не работать и даже не стримит. Да. Так все и было, да. Да не стримил я, потому что заболел. А, кстати, было хорошее это самое время постримить. А зачем говоришь про подсмотреть? Я-то знаю, как в Элдене работает, но это не дает понимания того, как устроен код. Ну, можно реверсом же, реверс инжиниринг, не? Или не раскопали еще елду? Так вот, был идеальный момент постримить вот прошлую неделю всю, но я заболел, блин, и беда. Так, нас интересует Trace Channel, мы вот тут создаем Trace Channel, я так понимаю, спавн этот будет... Еще реверсом 4 копейки часов заниматься. А немножко это совсем, что ты... Это... Спавн Тавера. Тавер пока пусть так называется, я думаю, все поставим ignore. Accept. Так, Channel нажимаем. что там этот мужчина Такая рассказывает? штука, прописываем, что это интеракт, и вот здесь выбираем Так, ignore, чтобы все я игнорировалось. не помню уже. Дальше заходим в персонажа, я камеру поднял, если хотите, можете ее поднять, можете не поднять, это на ваше усмотрение, как чего, просто мы смотрели в задницу до этого, я сделал, чтобы мы смотрели в плечи. И если мы возьмем, допустим, предположим, нашу капсулу компонентом, пролистаем вниз, мы видим, что вот здесь появится у нас интеракт, Да, и да, он да, игнорируется. это То есть да. наш lane trace будет игнорировать всех, кроме тех, кому Так, как это бы я ignore. понял. То есть левая часть не должна будет. Нет, то мы его получаем. Если там что-то есть, мы это как бы игнорируем. Хорошо, дальше. Старт-локацию мы записываем из камеры компонента, то есть из нашей камеры, которую мы смотрим, берем начальную точку, то есть ее location, get component location. В конечную точку мы берем... Все, через get world вытаскивается этот спhere, трейс и прочее. Так, друг, расскажи мне лучше, где То есть посмотреть. так query какие в файлы. данном случае можно высчитывать, ну, если я все правильно понял, О, можно давай. высчитывать таким образом, что это раз, два, три. Вот интеракт это у нас третий, и мы можем понять, что нам надо третий. То есть он стреляет именно вот этой линии, которая интеракт. вот То есть все ее игнорируют, а только то, что нам нужно, ее не игнорируют. Соответственно, у нас происходит взаимодействие только с теми объектами, которыми мы скажем. То есть нам не надо дополнительно какие-то проверки производить, присваивать теги, какие-то интерфейсы, делать постоянные касты какие-нибудь. Вот это вот всего нам делать не надо. Не, покажи файл. Это что касается type query, вот этого вот trace type query. Ты что, он задолбал ты меня? Дальше он туда можно всякие поставить дату 5 секунд, то есть на 5 секунд рисуется. Можно поставить none, чтобы не рисовалось и так далее. Hit result. Дальше мы передаем out hit, вот этот hit result. Я не показал. Вот в этой как раз таки структуре будет находиться все, что нам интересное, надо важное. по объекте, в который мы вот попали. То есть локация. И вот он его находит. То есть... Так, default engine INI. Вот меня интересует default engine INI. Сейчас мы посмотрим. Default
engine ini. Default. Чё? Default. Ini. Так, есть такой товарищ. Где ты его нашел? Так, Control Find, Tire. Spawn Tire, по-моему. Спава. Вот он, наш Spawn Tire. И кто-то у нас. Default Channel Response. Spawn Tire. Замечательно. Опа. А что это самое? А что там за код был? Я не успел посмотреть. Нечестно, не считается. Что там за код был? Ну-ка, запустись-ка. У меня работает цифренный ключ. Пасхалку нашел. Пасхалку не нашел. Или вся прога пасхалка. Тощий кот был. С выпуклой мордой. С выпуклой мордой. Вообще без понятия. В смысле у тебя работает? Смотри, давай сейчас. Так, давай смотри. 1, 2, 3. Hello. World. Одинаковая. Это декрипт. Вот. Почему декрипт вот это? Или это и есть оно? Это и есть пасхалка? Тогда я не понял. А у меня проект шиппинг вообще крашится сразу и даже логов не оставляет. Так это шиппинг, он не будет делать. Я на русском сейчас проверил, на англ не проверял. Ты молодец. Привет, мир. Я наткнулся на стрим одного уринальщика это со работает, стажем да. 10 лет. Он сказал, что это возможно из-за рефлексии Unreal. Ты, когда, если хочешь дебаги проверить, ты в дебаг develop, ну, короче, вот предпоследний, что там, сейчас я тебе скажу. Короче, вот эта вот фигня. Пару вопросов есть. Во-первых, что за пасхалка по поводу, ну, и вот эта вот пасхалка, типа, Enigma. Это первый вопрос. Что за пасхалка? Второй вопрос. Какой ключ шифровки использовал? И третий вопрос, почему не меняется, а? Что это такое? А я отложил пока всю разработку. Играю в Hollow Knight, Silksong. Правда, большой пальчик уже болит от геймпада. Свой ник впиши и нажми расшифровать. Вот это В дебаге страшно. тоже логов нет. А как я должен был это самое вписать? Подожди, просто свой ник? Я не буду пока показывать, подожди. Так, декрипт. О-хо-хо-хо! Да ты что, смотри, прям, о. Поняли, смотрите. Вот так вот делаем сейчас, все, то уходи, смотри. Ой, смотри, декрипт. О! Так какой этот использованный? Крутая пасхалка вообще, огонь. А какой, подожди. Баги тоже логов не... Здесь как много этих. Так, давай начнем по порядку. Silksong круто, как игра. Ну, судя, что пальчик болит, значит, вообще отлично. Ты доволен. Ашалет. По поводу... Ключ могу потом написать. Ключ, по которому шифрование или А что? какой там еще вопрос был? Подожди, сейчас по порядку тут. Надо было на YouTube и Discord тоже ссылки оставить. В дебаг тоже логов. Нет, по поводу дебага
странно, короче, это тебе ГПТ либо Xentacam. Ключ имеется в виду, ну, какое и шифрование, какое использовал. Ну, там есть стандартное анриловское, но ты явно не его использовал, потому что он такие символы выдает, которые тот не выдает. Или ты свой придумал какой-то, или взял откуда-то. Не, мне то, что ты ключ мне скинешь, там какие-то буквы, циферки, мне ж, ну, это не, ну, ничего, просто тут из разряда свое, не свое. Там, потому что когда я первый раз делал, я свое вообще делал, у меня там просто цифры получались. То есть я свою формулу придумывал, там ее умножал, делил. В инете почитал, какие существуют методы, и взял один из них. Понял. Как я уже стандартный сказал, Unreal надо скачал. фиксить рефлексию. Пройтись по всем апропорти в первую очередь. Ужас. Слушай, а мне кажется, там какая-то одна фишка странная. Что-то не надо по всему там проходиться. Если у тебя логи, то, что в шиппинге не показывает, это все правильно, ибо нефиг. А в 5 development... минут пытался понять, как открыть портал, но я справился. Это оно, вот оно, понимаешь? Как это, UI еле понял. ну да, вот это меня и останавливает. Это что остановило частично, потому что я не хотел делать обучение. Игра огонь. Я первую часть всю вдоль и поперек излазил. Теперь вторую, но игра стала явно сложнее. Ну, это хорошо, что тебе нравится. Слушай, я вообще не понял. Ну, не то, что я играл, я даже толком не смотрел. Так, чисто в мемасах каких-то она попадается или в новостях, и все. Но это вообще не моя история. Те, кто знает, может, поиграю, моя будет. Но не планирую. По центру интеракт должен быть инвентарь игроку справа. Трек должен быть. Ни в девелопнете, ни в дебаге логов нет, хотя в консоли пишет, что они сохраняются в таком-то файле в такой-то директории. А у тебя интеракт инвентарь слева. Я понял. Тяжко было это принять. То обычно с одной стороны, а у меня с другой. Я понял. Ну, так вот, видишь, все по-особенному. Девелопинг, дебаги нет. Логов нет, хотя в консоли пишет, что... В смысле у тебя логов нет? Подожди. Ты зашипил игру или как? Ты что? Или что ты делал? И у тебя логов нет. Ты вот собрал ее, правильно? Вот этот вот, сделал development. Правильно? Я играл в первый ХК, задушился. То ли я рак, то ли она больше зависит от задрачивания, чем от природного скилла. Мы вообще ничего не делаем. Сейчас сидим, мнемся. Собрал в дебаг, он больше дает инфы. Подожди. Development собираешь. Где ты ищешь логи? Сейчас я открою, походу, для тебя тайну. Где ты логи ищешь? Может, и не открою, может, ты уже знаешь эту тайну. Ну-ка, где здесь коллизия? Вот, появился спаун тавер. А ну, потом включите меня, короче. Я не хочу сам себя включать. Все, если понадобится, кто знает, тот знает, как включить. Так, спаун тавер. Ну должен У нас здесь давать, а появился. файл с логами тупо нет. Ап, дата, роуминг. Нет, никаких роумингов. Веб-дейта, роуминг, что-то там. Не-не-не. Вот тут Object Ага, Object покажешь. Тут кота поставили. Ну вот, теперь все будут знать, как включить стримера. Через кота. Дайте показать. Spawn Tower, короче, у нас появился. Вот, у него он игнор идет. Здесь мы ставим кастом. Ставим оверлап. Здесь тоже оверлап, кастом и оверлап. Кастом, оверлап. По поводу коллизии, она не там. Фу, коллизия. Включить через кота, выключить через удар в башню. Молодец. Как его? Находится, я не помню где точно, но в папке... а где он находится? В сейвдах где-то, блин, я не помню. Мне надо... У меня есть где-то сборочный мой. А ну, сейчас, если я найду свой, я тебе скажу, где находится логи. Он пишет и в текстовом файле, чтобы ты понимал, там txt файл, и там как бы там все логи твои будут. В АПП дате, но толка не в роуминге, а в локале. Нет.
неизвестные мне нейминги, поэтому нет. Это будет тяжело. Так, может вот здесь. И в локале тоже искал. Блин, короче, когда ты собираешь, там есть, по-моему, сейф или еще что-то, ты проходишь. Сейчас я у ГПТ, короче, спрошу. Saved logs. И там, короче, логи будут лежать. Дык говорю, консоль же прямую ссылку мне дала на файл, но он просто не появляется. Ты задрачиваешь. Открой свой файл. Хотя если dev build, то может эта папка сейф в самой папке с билдом хранится. Ну, открой вот этот... Открой, вот где ты сбилдил, открой эту Кстати, папку. а если в Рак. редакторе врубить логи на максимум, то редактор крашится. Ой, прикольно. Открой папку с билдом, пожалуйста, просто вот. Папки с Ты можешь билдом прямо тоже сейчас искал. это сделать, открыть папку с билдом. Открой папку с билдом. Потом там папочка saved у тебя будет. Потом logs. И все. Да искал я в этой папке, там тоже нету. Ну все, да-да, весла сушить надо, все. Подожди, а это что такое? Только не надо это самое. Ой. Пройдусь по всем юпроперти. ПБ дело в моем маним инстанс классе. Сейчас. Ну, как обычно, вот работа стопнулась, и вот я начал стримить, но работа такая прям сразу херак, и типа, мол, а вот все, уже не стопнулось, все, погнали, что это самое, надо то, надо все, надо третье, надо 10-е. Вот, что это за подло, вот, работа встала на стоп, все, я такой, сейчас будем стримить, херак, все, болеем, замечательно, прекрасно, не постримим. Работа дальше на стопе. Все, сейчас будем стримить. Все, я выздоровел, погнали. Привет, работа. Кстати, надо попробовать новый чистый проект заспавнить и запихивать свои классы поодиночке. На каком то из них крашнется. Ну да. Кстати, знатоки, есть пару вопросов. Первый. Как сделать так, чтобы в Unreal можно было бы передавать... Короче. Не давать код, но все работало. Ну, вот типа такого как-то. Ну, допустим, вот я создал... где у меня тут какой-нибудь... Тавер вот этот, да? Вот я работаю на Тавер, да? Да ёпта, где Тавер? Ну ладно, неважно. Короче, я вот башенку работаю, да? Мне дали задачу, я должен создать эту башенку. Да, и все, что с ней связано. Там всякие геттеры, сеттеры, там ее логика и прочая фигня. Вот я ее должен создать. Но чтобы не передавать код, а что-нибудь, какой-нибудь файлик передать другой, чтобы сам код не было видно. И я там мог, ну, делать, что мне надо. Но этот код работал. Ну, я знаю, как можно не передавать вообще плюсы. Плюсовые файлы, хедер файлы не передавать.
и чтобы ими пользовались. Но чтобы результатом этих всех пользовались, то есть могли наследоваться, могли все делать, но я не знаю так, чтобы они могли собрать потом его. Потому что проект не соберется. То есть если, допустим, только я бы собирал проекты, тогда бы вопросов не было. Я передаю, и как бы все. Мне не надо код передавать вообще. И там бы все работало. Ты хочешь чисто API запилить? Тут проблема в том, что, понимаешь, там надо людям наследоваться от моих классов. И в этом вся проблема. То есть, если бы просто им какая-нибудь кусочек логики надо был, ну, или сам вообще результат этого всего там, да, а им надо, условно, создать блюпринтовый класс, да, и что-нибудь свое докинуть, и чтобы это все работало. И я знаю, как, не передавая плюсовые файлы, чтобы они могли наследоваться, допиливать, то есть создавать, это все будет работать и Ну, так без далее. лидеров не получится. Вот, СПП там уже могут быть скомпилены. Да, вот насчет этого тоже. Хедеры тоже есть, но тут как бы, короче. Через плагины нифига, плагин тоже самое, пробовал создать плагины. Я много нового узнал. Сейчас, короче, отвечу, то я мысли сразу в голове. Так вот, да, но смотри, ты когда хедеры вот эти передаешь, там сюда чуть больше получается, это когда плюсы не передаешь. Но дело в том, что у тебя проект все равно не соберется. Unreal нужны файлы именно, чтобы собрать его. А я позавчера сделал открытие. Оказывается, Visual Integration Tool в 5,5 версии просто не нужен. Он уже встроен. Вот видишь, насколько 5.5 крута. Фу, подожди, 5.6, это с 5.5, поэтому ее не было, я Перед понял. переносом на 5,5 его даже необходимо удалить из... А проект? Так, подожди. Вот, Trace Channel 1 у него, ECC. Trace Channel 1 у того, которого мы создали сейчас, Spawn Tower. Единичка. Хорошо. Такая вот история. Замечательная, не очень. Где у нас тут? Да, я качаю обнову на 5,6, буду переносить на него. Вот и правильно. 5.6 вообще секс просто, а не версия. Так вот, как, ну вот как вот эти файлы так вот, оп, и чтобы ничего не понятно, что там происходит, оп. Вот как это сделать? Потому что у меня пока идея, ну как, я ее там выполняю в жизни. Идея, еще там черт ногу сломит в моем Хотел бы я коде. знать. Без меня, потому что я там просто как мразь поступаю. Там такие тернарники, прям. Там есть один метод, который принимает, ну, мной написан метод, который принимает в себя 3 була. И там в одном месте он принимает тернарники, 3 тернарника, и один из этих тернарников состоит из тернарников. Это просто такая грязь. И причем это не типа случайно, это я специально, там можно было попроще расписать все это, но нет. Захреначим. Это просто прям... Уф. У тебя были 10-уровневые тернарники, как у меня. Не, ну это я еще до такого уровня не дорос. Мне еще расти.
Это ты пасхалку оставил? Да-да-да-да. Ну кроме как динамической линковки и заголовочных файлов, я не знаю, как можно еще передавать. Ну вот тут, да, вот тут и проблема в том, что если ты ж передаешь, это у тебя... Ну как, это можно было бы, мне кажется, если бы Unreal изначально был бы не open source движком, а закрытым, он бы тогда какие-нибудь, ну, плагины и прочее, он бы тоже делал по закрытому типу все. То есть у тебя просто собирается вся это... Все твое собирается и передается. То есть у тебя уже все собранное. А не так, что можно было бы залезть в файлы. А так как оно закрыто, тут просто у тебя инструментария нету, и Unreal просто тупо нужны голые файлы, чтобы все это собрать вместе, когда он собирает именно билд. Так-то понятно, что ты, когда собираешь его в бинарник, идет он... ну-ка, секунду. Так, все, свобода на время. Так вот, когда он собирает его, в бинарник соберет, ты можешь не передавать вот эти плюсовые файлы, и частично даже хедеры можно не передавать. Ну, если хедеры не передать, оно будет работать, но на некоторых моментах оно да может отвалиться. А вот чтобы оно вообще не отвалилось, ну, до момента сборки, можно не передавать вообще плюсовые файлы, только хедер файлы, то есть вот эту папочку source, где private, можно ее вообще полностью очистить, она будет пустой. И проект все равно будет работать, все равно можно будет наследоваться от класса, все равно можно будет логику выполняться, она будет и прочее, прочее, прочее. То есть ты передал, оно работает. Но в момент, когда собрать, там почти сразу вылетает ошибка. Так. Ну, судя из того, что мне ГПТ объяснило, это то, что ему нужны именно вот эти голые файлы, то есть он сам по ним пробегается и прочее. То есть ему не подходит ничего. Так, много трендим. За 32 минуты ничего не сделано, кроме как создали этот. Так, актор хэстаг. Это мы проверили, если так, у него бла-бла-бла. Detail nav system, хорошо. Это мы проверили, попал ли он на nav систему. Я бы перед этим всем сделал бы кое-что. Во-первых, я не понял, почему я вот так вот не сделал. Наверное, он мне конст не даст сейчас, да, сделать. Ругаться будет на... Или не будет ругаться. Если не будешь, хорошо. Есть такая история. Результат. Здесь, да, будем получать. Hit результат. Это там, где мы получили. То есть отсюда мы можем локацию вытащить. Я думаю, наверное, перед этим всем. То есть до еще nav системы и прочее. Потому что если мы не попали, мы даже, ну, как бы... Мы не попали, значит не попали. Также у него таги там есть. Вот он уже из него вытащил... Это он вытащил тавер, это если мы на башню ткнули, все. Ну я Unreal не знаю, но так то ты же в обычном компиляторе можешь указать, что прилинкуй длы перед компилицией и все good. Самих исходников нет. Есть только щеголовочные файлы и скомпилированный файл твоей реализации. Ты же в обычном компиляторе можешь указать, что прилинкуй DLL перед компиляцией, все good. С того момента поподробнее. Как я ему сейчас скажу? Прилинкуй DLL, пожалуйста, перед компиляцией. Ничего не делает. Да что-то где-то клацнуть надо, что-то где-то прописать. Кажется, какой-то баг в Unreal со стрингом. Он не может определять размер русских букв, это я на 4,27 делал, может в 5 исправили. Может, тебе надо подключить этот, чтобы он кириллицу воспринимал? Или как? Рисунок кажется какой-то баг в Unreal стринга, он не может определять. Не знаю.
Это ты вот эту вот штуку делал на этом самом, на 4.27? Ага. Мгм. Вероятнее всего, там что-то подключить надо. Как обычно. Почему не меняются, а? А? Почему не меняются? Почему одинаковые? Зашифрованные? Почему они не разные? Кстати, допрешь еще, как сделать, чтобы осмысленный текст был в зашифрованном сообщении. И расшифровывался обратно в твой. Ну, у меня реализации этого нет, но у меня есть как рисунок ключа, как говорится. Как его, формула в голове есть. Будем так говорить. Как сделать. Ну, я уже ее применил. Она у меня получилась. Я, по-моему, рассказывал. У меня I'm going to forest получился. Типа, всем привет. А выдала мне I'm going to forest. И в обратку тоже сработало. Он перевел мне это. Ну и, соответственно, оно всегда разное будет получаться. То же самое за счет этого. Разный осмысленный текст. Ну, понятно, что там белиберда какая-то будет. Типа I'm going to forest, а другой чувак говорит hello. You so beautiful today. Так. Короче, нам надо из GetWorld достать А давайте я расскажу, что я сделал. Мой персонаж Давай. двигается, продолжает поворачиваться в указанную сторону, даже если отпустил стик, может бить оружием. Причем аниме-оружие тоже используют нотифы. Так, мой персонаж двигается. Так это он же двигался у тебя, ты же показывал. Указанную сторону, даже если отпустил стик, может бить оружием, причем анимацию. Ну ты это надо видеть. Дискорд, как бы, все дела. Это ощущается почти как в самом Элдоне. Я кайфую. Ну, так это же хорошо. Ну ты и видос нам, пожалуйста. Так, а Line Trace только, да, у нас присутствует? А Sphere Trace, вот эти все, Куб Trace и прочее. Hairy Trace у него нет, у него только Line Trace, да, из GetWorld, да. Ну ладно, сейчас А чистки я с не метой знаю, как вообще. у тебя сделано. Я вот первый раз в эту тему погрузился, почитал методы, какие есть. Я, по сути, сам делал без инструментов шифрования. Сам алфавит и забил с разными регистрами, цифры и спецсимволы. А как сделать, чтобы каждый раз? Менялось, я даже не представляю. Там настолько все просто. Не, если интересно, я тебе в Дискорде могу рассказать. Не полить контору, так сказать. По поводу этого, я же тоже когда начинал, но я на чистом плюсе ж начинал. Если помнишь, моя первая прога была консольная такая, там на чистом плюсе была сделана. И там то есть я ему именно взял, прописал каждой буковке, я присвоил свои эти самые, у меня же все в циферках было, свои циферки. Я их там умножал, делил, отнимал, добавлял, короче, вот это всякие делал. У меня получались циферки, Окей, а потом в ПБ, обратку. когда прыжки доделаю, то запилю видос. Просто сейчас попытка прыгнуть не дает самого прыжка вверх по оси Z. Персонаж просто скользит. Ну, мы будем ждать. Слушай, это интересно посмотреть, как оно там. Так вот эту вот фигню тоже сам делал, ковырял, а потом вот в конце уже я формулу анриловскую использовал, там у него есть какая-то, подключаешь, короче, и он сам шифрует. То есть ты загоняешь... Ну как, я-то делаю некоторые вещи еще до шифрования, и после шифрования там чуть-чуть делаю вещей кое-каких. Вот. А потом уже у меня была мечта вот это, что сделать, вообще, чтобы текст какой-то был, хоть какой-то, типа, мол, просто буквы, точнее, просто слова какие-то были. Ну и в супер-супер недостижимых было сделать осмысленный текст. Потому что я первое это не понимал, как сделать. А потом, а второе это вообще было жесть. А потом меня как осенило, как сделать сразу второе, вообще без вот этих вот рандомных слов. И я как понял, а потом как написал формулу, а потом как ее... это я ручками сделал, просто там не все у меня-то есть. То есть я там пошел в интернет в один сервис, потом в другой сервис, то есть свою формулу впихнул, засунул ее туда, потом результат в третью эту. И, короче, в общем, получилось смысленно. Уф. Но с Unreal то, что я сделать не получится. Unreal не даст. Он не даст сделать. Я даже не представляю, как с Unreal. И вот это надо что-то какой-то фреймворк, где только визуал дает.
и в плюсах делать. Вот. Но есть как сделать. Ну, в общем, если интересно, я могу рассказать, Фаур, по поводу, как рандомно сделать. Ну, там ничего... Ты когда поймешь, Когда узнаешь, короче, ты поймешь, что там ничего такого. Да, давай. Окей, хорошо. Ну, напишешь, короче, типа... Ну, потому что я могу забыть. Типа, маякнешь, дай сюда тайну рандомного сообщения. И я напишу потом. Значит... Пу-пу-пу. Что я делал? Я хотел подсмотреть, как у нас вообще через Кисметджа идет вот этот Sphere Line Trace. Sphere Trace, по-моему, да? Вот мультиспhere Trace. Может он мульти? А зачем нам мульти? Нам обычно нужен bychannel. Bychannel, да, bychannel. Ну-ка, открой мне его. Что ты у нас тут делаешь? Get world from context object, sweep single by channel, convert to collision channel. Trace channel, get trace type query. Это вот это, да, который get trace. Не, это channel. Collision channel, то есть он в этот его наоборот засунет. Ну, посмотрим сейчас, что там будет. Fname, sphere, params, configure collision params. Еще вызывает. То есть у него нет внутреннего, да, такого, как с line трейсами тут. Throw debug sphere trace. Пошел и пошел. Хорошо. Значит, мы через Kismet Sphere Trace сингл будем сейчас делать. А какой именно Kismet нужен ему? Kismet System Library. Без. Kismet System Library. Так, Kismet System Library Sphere Trace Single by Profile. И Object тут вот так вот, а чуть через профайл они. Sphere Trace Single просто. Подожди. Потерялся. Trace Single. Вот так хочу. Есть у нас World Context. Ну, это this сразу передаем. F-вектор. Start, то есть из hit result. Мы достаем. Привет, есть уже визуал какой-то. Покажи, если есть. Привет. Есть. Смотри. Сейчас обалдеешь. Смотри. Все. Вот визуал, вот он. Все. Вот это пока все, что есть. Так. Hit result location нас интересует. Это его location. И тот же самый у нас hit result абсолютно точно тот же location. Потому что тому радиус. Ясно. 99 визуала уже сделано. Ну да. Трейс. Подожди, сбили меня. Радиус. Я думаю, 80 хватит на ключик. Дальше. Трейс. Вот этот E-Trace Trace Type. E-Trace Type Query. Что он здесь хочет? Trace Type Query 1. А я вот хз. Какой? Один, не один. Потому что здесь Trace Channel 1 идет. Понимаешь, в чем прикол? А ну-ка.
Где ты его еще найдешь? Больше ты его нигде не найдешь. Но он считается, если верить вот этому мужчине, который вот здесь... Мы его вот открываем. говорил. На вот этой линии, это что он принимает в себя? Он принимает wall context object, то есть в данном случае это this. И ну, line trace single сделать. Давайте сохраним и запустим. И запустим лайфкодинг. Этот лайфкодинг нам не надо. Короче, если верить этому мужчине, то он сказал, что по очереди надо считать. То есть у нас идет 1, 2, 3 вот здесь. 1, 2, 3. И наш спаун-тайр будет третий. Так, третий. Трейс комплекс. Это false, в принципе. TRA, актор ignore. Ты снова стал доверять мужчинам. Да, да. Так. Тем более этот мужчина выглядит очень опытным, так сказать. Он много шарит, походу. Кто понял, как говорится, тот понял. Значит, TRA. Код фикс был произведен изолит. Все, окей, актор. А в чем была проблема? Че он херила? Актор. Ignore actors. Я понятия не имею. Какая что ты взял, что он работает? А как это говорит, хотфик залил, сейчас все будет. О, коты пошли, смотри. Агрессивный. Значит, ядро debug line, put trace debug trace, hit result. А зачем было вот это делать, конечно, в конце? Просто поставил галочку, чтоб размер учитывал. И что, работает? Ну, наверное, ты проверил. Ядро. Debug trace. Draw debug type. Draw. Ну вроде работает. Duration. F-hit result. Result. Блин, hit result уже есть. Line. Ой, так, trace. Hit result equal. Подожди. Hit result сюда. Что ты дальше хочешь? Be ignore self, of course, true. Line F linear color. Ну, дальше нас не интересует. В принципе, дальше он сам разберется. Совсем хорошо. Это у нас есть. Если он никого не споймал там, значит false, в принципе. Я бы вот этот бол бы переиспользовал. Вынес его бы повыше. Коли уже его вынес. Вот опять. И что это за прикол? Вот он рисует мне эти символы, засранец. Самое интересное, что в другом проекте он мне его не рисует. Версия та же самая. И движка, и этого, визуалки, всего. Все то же самое. Только другой проект. Тут он рисует, понимаешь ли. Начал рисовать эту парашу всякую. А там не рисует. Это как? Вот как это? Что это такое? Зачем так делать? Смайлики всякие, вот эти эфки. Обратные причем. Инопланетные какие-то. B is on mesh. B is. Как бы объединить тот, который коснулся этого.
чек будет. Бенефик. Есть такая история. Значит, сюда мы вставляем base чек. Equal этому, если base check, if base check, наоборот, вот так вот. Мы делаем return. Ну, то есть он никого не коснулся, как бы, но если он никого не коснулся, значит мы не попали в ту область, значит ничего спавнить не надо. Правильно? Правильно. Если он его как бы коснулся, ну, это мы сюда сейчас добавим. Если он его коснулся, то или если он его коснулся, то мы должны узнать у этого товарища таг. Потому что у всех этих товарищей есть таг. Есть таг. Какой таг, я не помню. Но в вот этого товарища сюда. Точка get actor. Actor, что сделал? Actor has tag. F на me. И разворот. Ой, Ебора. И разворот. Если у него этого тага нет, тоже в помойку. Если все это есть, значит идем дальше. У нас там дальше тоже происходит всякая история. Знаете что? Я бы, наверное, все-таки вот эти вот штучки перенес туда. Красивому было хоть как-то. Покрасивее. 8. А почему, собственно, нет? Почему, собственно, нет? Превратить мне в 8 какую-то. Смайлики. Я просто тащусь с этого. Так. Хорошо. Есть эта замечательная история. Перенесли, бла-бла-бла. Теперь осталось понять, какой у нас вообще таг используется. Кто этим занимается? Этим занимается спав наш, правильно? Спав, дефолт. Так, надо закрыть. Main pawn. Basement. Ну, скорее всего, я его закрыл, короче. Надо заниматься поисками здесь. Закроем. Так, ну прекращай. Где source? Так, SBD, public. Tower subsystem. Он в плеере, и там будет player start. Вот он, player start. А, вон он, player start есть. Это tag name. Add tag name, ты понял? А, я понял. Ну да, мы же name передаем. Не специальный таг, который заранее записан. Name наш. А здесь мы на begin play owner name. Вот мы его записали. Сюда вот. Опля. Только нам не нужен f-name. Передаем owner name. Ну, в теории все. В теории все. В теории все. А на практике? Кто знает? Кто знает, что на практике? Есть контакт.
Поехали. Пока в 10. Так, здесь все хорошо. Значит, сюда в следующий раз. Опа. Я понял. Я понял. Но волюм нам не нужен сейчас. Это мы пока закомментируем. Все мы пока закомментируем. Нам не надо. Даже я хотел через каст его сделать. Но через каст ему плевать, он не хочет его получать. Так, и... Ну, он его отрисовал, но он никуда не попал. Потому что он там красный. Смотрим, что он там словил вообще. Ну, давай здесь. Так, значит, игнор. Что у нас здесь вообще находится? Трейс сингл. False. False. Ну да, false. Неважно, что, он ничего не споймал. Все правильно, что false. Подожди. Давай я тебя полностью перезапущу. Не доверяю я лайфкодингу. Так, почему он его не ловит? Generate no collision. Collision enabled. Query no physics query. Может, из-за того, что collision enable вообще был. Хотя тут поставлен-то оверлап. Это касается только этих, чтобы он ловил их. Не no collision. Он тавер этот берет. То есть так вообще не сработает, да? Он не умеет отлавливать их. Вероятнее всего, их не существует вообще. То есть вот этих штук, которые мы сейчас добавили, их не существует. Вероятнее всего. Хотя как он тогда таги добавляет? Вопрос. А ну-ка. Где они здесь? Mesh. Таг. И у них как бы тут пусто, но потому что он вне игры на самом деле. Потому что в игре только вот эти товарищи желтые. Если я все правильно понимаю. Вообще это работает. Да, это беда. Да, это беда. Да, я не понимаю, как сделать. Так, чтобы он именно на той территории, которая надо, делал. О, какая беда. Ну как, я понимаю, это каждому дать эти таги и на каждого проверять эти таги. То есть он словит какой-нибудь вот эти таги всякие, таверы, мастеры и прочее. Просто чтобы все это содержало эти таги. Спаун-мастер у нас там. Тут true, приветствую. Спаун-мастер-то у нас как бы player start, точнее. Здесь это делает. Но мы вообще view object можем сюда добавить.
и засунуть туда вообще все подряд. Мне Твичи только сейчас решил уведомление прислать. О, дурацкий Twitch, правильно. Вообще обалдел. Уведомлений не шлет. А это надо подписаться на Discord. Там канал я создал, который оповещения теперь делает. Там теперь оповещения. Спустя 1 час стрима ровно. Там оповещение, так вот, на этот, как его, на трансляции. То есть я вчера запустил оповещение о том, что будет сегодня трансляция. А ну хорошо. Так что вот так. Че, как дела? Рассказывай. Как там бассейн? О, второй раз этого кота. Просто я в Дискорд как-то не захожу вообще последний. Месяца 2-3. Бассейн наполняется. Наполняется, это хорошо. Так. Так вот, и он просто-напросто пройдется по всем этим и даст им таг, и тогда это будет тоже работать. Но это нужно каждый вот этот вот кусочек, который у нас тут есть куб. Понятно, что мы просто их выделили и туда его шлеп, и жизнь прекрасна, но, короче, каждый это надо будет. В общем, я сделаю пока костылем, будет это каждый делаться. Потом разберемся, как что поменять. Сейчас надолго застрянем, я не представляю, как его там поменять. Поэтому здесь будет просто UObject. UObject, чтобы мы вообще туда все могли засунуть. Подожди. Да, UObject. Только у них тагов-то нету. У UObject актор. Актор. А он является актором, вот этот товарищ. Это, кстати, можно все убрать. Актором он вообще является или нет? Ну, вот эти всякие штучки-дрючки. Actors Ray. Сюда, опля. Они же не... И кто они вообще? Кто они? Что они? Кто они такие вот эти вот кубы? Static Mesh Component. Или что там написано? Это душу любил. Static Mesh Actor, все. Ну, все, в принципе, все, что вытаскивается, это акторы. Так или иначе. Окей. Окей. Вот, и он добавит им всем нейминг. Сейчас это скомпилирует, соберет, сбилдит. И я добавлю его сюда. То есть вместо того, чтобы заниматься поисками вот этими лайн-трейсами, мы это уберем. Трейс, все, уходим. Смен тоже сюда уберем. Лишнее подключение. Нам не надо, кастовать нам тоже не надо. Бис-чек. А я тут пробую генерить 3D модели здания из городов Героев 3. Хочу напечатать кое-что. И 3D модели здания. Это в аишках вот этих всяких пробуешь генерить. Так, ассист. Сюда. Да. Вот это вот. Мы переведем тебя сюда. Напечатать на 3D принтере. Не, напечатать понятно. Хитризуль, редактор. Да. Это, я думал, это один человек написал. Актор ХЗ и owner name. Все как бы правильно. Единственное, это ты задолбал мне вот эти всякие символы сюда ставить. Вот с этим есть такие? Что это такое? Как это убрать? У меня есть крутая идея. В студию. Не совсем всем понятно. давай ее. Не у каждого же есть 3D принтер. У меня нет 3D принтера. Что это самое? Ну, это было очевидно. Разве нет? У меня есть 3D принтер. Это круто.
сделаем, чтобы еще меньше читаемости было. Ну, в принципе, все, мы все Да, сделали. я сейчас плохо соображающий. Да я уже понял, я это Магнусу говорю. Все поняли уже, все, кто кому говорят. Это самое. Это было очевидно, что у человека не то, что есть 3D принтер, а то, что это напечатать, в смысле, на 3D принтере. Как можно генерить 3D модель не для 3D принтера? Так, а разве в Героях 3 есть 3D города? Так их нету, поэтому он и генерит их. Вот опять же очевидно. Дракл, а-та-та. Так, мы нажимаем play. И он ничего не делает. Почему? Правильно, потому что мы ничего в Player Start не добавили. Вообще там все 2D спрайты это 3D модели так-то. Я, наверное, вот сюда их добавлю, потому что. Правильно? Правильно. Да я не понимаю, что там генерить. Там же просто мелкие иконки на глобальной карте. Просто отрендеренные в 2D. И обрывки стен во время боя. А если я... И сколько здесь? Получается... Спокойно. Генерируешь 3D модель, а потом разрезаешь ее и складываешь в плоскоать, а потом печатаешь, вырезаешь и собираешь объемную модель из бумаги. А можно посложнее? Что, типа, как сильно легко. Их тут у нас 7. Арт Если я... Марис шарит за пепокра дизайна. Вот это вот я типа скопирую и вот сюда вот так вот возьму и сделаю paste. Мне ничего не изменится, чтобы вы понимали. Есть просто проблема. Я так в детстве Desert Eagle собрал. Я хочу арт города воссоздать из 2D в 3D. Это круто. У нас есть проблема, короче, с вот этим вот всем. То есть, как его сюда добавлять. Просто их там может быть много. Хотя на самом деле, это не такая уж большая проблема, так как в конце концов вот эти вот все штуки, которые здесь, они-то будут в одном. Я тоже знаю за Пипакура, я себе много чего наклеил. ДК Хук Пуджа, Батлфури шлем и наплечники Космодеса. Жесть. Они у нас, короче, будут в качестве одного Кионка, пакет. собираешься играть в ДТФ по героям? В level пакет вот этот Actors. И там, в принципе, нам-то одного добавить надо будет. То есть нам не надо добавлять будет пачку всего. Сюда. А что со звездочкой-то? Нам не надо его сюда Это будет что добавлять. за комикон такой планируется? Ну, пока что... Пока что тестовое... Я сбился. Это 4, да? Это 5. Не, подожди. Ну, все правильно. 5, 6, 7. Все есть. Это попал сюда. Который вот этот. Все, есть контакт. А вот этот засранец получает. Диндиракл? Идея хорошая, 8. но я хочу реализовать одну идею для продажи сувениров. А чё такого? Космодес с Батлфури очень хорош против тиранидов. 11. Не сбивайте. 12. 13. У меня знакомый скачал набор таких заготовок, которые распечатай, вырезай и собирай. 15. А потом сидел ради интереса, делал 3D модельку в блендере. Получилось прикольно, низкополигонально. Ну да, особенно с хуком Пуджа. О, Попробуй не добавлять по одному. Когда массив пустой, выдели все нужное в аутлайнере и перенеси на массив рядом с кнопкой плюса.
Так, попробуй не добавлять по одному, когда массив пустой, выдели все нужное. На онлайне разнеси на оси рядом с... Понимаешь, ты когда будешь выделять... Ну, давай попробуем. Давай А так попробуем. я пока ДТЭТ не вожу, нет времени, но вот меня снова пригласили в роли игрока, и у меня рак кубов Перм полностью себя показал. Ну, видишь, я не Богом могу Космодес будет как притягивать бы нокнутых выбрать даже братьев, его, чтобы чтобы поднять. перенести. То есть мне что надо... Ну, тут понятно, тут чат сейчас это самое... С хуками. Короче, беда. Замочек. Замочек. Что такое замочек? А, замочек, да, есть замочек. Представляешь? Ух ты, а так можно было? Ну, допустим. Не, ничего не работает, он никуда его не перенес. Мы сегодня узнали про замочек, кстати. Не, ничего это не работает, нифига. Все, короче. Ну, я же говорю, там-то проблема это не будет, она-то будет цельная. То есть там их немного будет. Там одна-две, может быть, все. Не то, что там их миллион будет этих кубов. Прочего. Хотя можно и сейчас было бы объединить его, но... Левел я не создавал еще. Есть контакт. Он запускает. И вот он строит. Ну, здесь он, естественно, построить не может. Не может. А этот здесь строить может. Ну, а здесь он, естественно, строить не может. Вот таким вот образом мы разделили, то есть, наших плееров. То есть, каждый плеер может на своей только этой строить, как бы, и все. Ибо нифиг. Вот такая вот история интересная. Представляете? Теперь у меня вопрос к дистанции, потому что он может 3 в сандалить. Если он сюда подъедет, таким вот образом, аккуратно. Пока Вот только третий. 2 нейронки нагенерили нормально, но недостаточно в деталях. Думаю, по ИБ будет проще самому намоделить. Самому намоделить, ужас. Страшно звучит. Так, уважаемые знатоки, а ну, кто мне подскажет, как вот эту штуку уменьшить, наоборот, сделать больше? Там же какую-то штуку надо вытащить, правильно, на сцену? Или это вот этот рекаст? Да, это он. Рекаст на Mesh Detail. Опять себя скрывать надо. Ну, короче, вы знаете, если что. Если я забуду, вы знаете, как включать. Вот эта штука, агент радиус, по-моему, да? До 70 можно увеличить. Ой. 50. А, может 50 сработает. Ну, давай посмотрим. Самому наделать 10 копеек анимации под всех боссов из DS 2 и 3. Вот О! это ужас. О! Есть контакт. Смотри, мы агент радиусом подогнали как надо. Поняли? Смотри, какая идеальная штука получается. Смотри. Уф, смотри, все в башенках. Смотри. Эти турели из портала будут петь, как в концовке второй части. Да. Если ты этот песенку свою запишешь, как поешь, тогда мы это самое. Тогда добавим. О, хорошо, турели мы сделали. Все, турели мы сделали, короче, что они, как они, где спавнятся, то есть в плане того, что они четко по центру идут. Ну, это просто так получилось, так подрасчитали, там чуть левее, чуть правее, все пойдет по одному месту. А если... Осталось научиться петь, как та оперная певица, что озвучивала Гладос. Ну да. Ну, дело за... Ну, время еще есть. Не отчаивайся, время еще есть. Ставится оно теперь где надо, как надо, по игрокам ставится, и, в общем, все круто. Теперь я хочу сделать врагов. Давайте сделаем врагов. Я так понимаю, это должен быть характер, потому что у него вот эта компонента на движение, что там говорили, репликация, не репликация.
Тем более нам надо все равно какие-нибудь анимации туда засовывать, движения. То есть надо, чтобы был скелет. В общем, это характер. Создаем сейчас характера. Ну, понятно, будет какая-то сфера ходить. Она, кстати, почти во всех играх Valve участвовала. И в TF2 за диктора, и в Half-Life голос Альянса. Габену приглянулась. Какая-нибудь сфера будет ходить там. Тубусы, я не знаю. Короче, что-то будет просто ходить белое тоже. Ну или покрасим в розовое, неважно. Она замужняя. И чё? Как это противоречит тому, что приглянулась Габену? Скажи, пожалуйста. Так, создаем характера, он, значит, ходит. Место спавна. Нужно характера этого А если создавать. твоя жена кому-то приглянется? Ну, мне это не понравится. Ну, я думаю, тому чуваку тоже это не очень, типа, нравится. Но это все равно не отменяет того факта, что может быть вот так. И не обязательно в том смысле, о котором ты подумал. Понимаешь? Приглянулась, имеется в виду. Спавно. Тому чуваку не понравится, когда ты ему утрочеку в кубы пропишешь. Со своими двоечками, троечками. Я вот думаю, как он будет ходить. В теории, если мы дадим ему навмеш, мы его сюда поставим навмеш, он, в принципе, пройдется, нам точки какие-то не нужны, потому что если мы закроем все, то навмеш сам посчитает. И если мы его в дальнейшем будем делать навигацион, в любом случае тут навмеш делать. То есть я думаю, точки мы будем давать точки, он четко шел, допустим, до сюда, потом шел до сюда, до сюда и до сюда. Единственная разница, что он будет по углу так скашивать его. По кратчайшему так вот проходиться. Если не делать точку. А точка, он будет четко к точке подходить, потом к следующей точке и к следующей точке. А это тогда надо точки прописывать. И расставлять их потом на каждой карте. То есть динамически меняющаяся карта идет лесом. Если так точки расставлять. А хотя не лесом, какая, он все равно обход найдет. Но обход тогда можно будет таким сделать большим, что он просто в обратку начнет идти. Поняли? То есть нехорошо. Да, точки нет, точки лесом. Просто навигационная сетка, спавн и финальная точка идет, куда он должен добраться. Ну, финальная точка это наш Fountain. Fountain идет. А как он его будет находить? Как он его будет находить? Наверное, у каждого enemy при спавне он должен будет его получить. То есть, мы его при спавне инициализация. Мы его отспавним, а потом инициализация пойдет. И вот эта вот инициализация, она будет как раз-таки туда его засовывать, в него информацию вот эту вот всю. То есть, где он должен, во-первых, заспавниться? Потому что он-то должен будет... это уже World Ruler будет заниматься наш, который будет отспавнивать всех этих товарищей и инициализировать их. World Ruler как раз-таки знает. То есть он должен заспавнить, допустим, 10 скелетов обычных, да. Это получается, что 10 тому должен заспавнить. И он спавнит скелета с скелета, типа... Этому скелету обозначил для этого игрока, этому для этого игрока, типа вжух, раскидал. И все, скелет пошел. И вот так каждые 0,5 секунд скелет. Так. И пошли скелеты.
идут такие, прям идут, прям, представляете, идут. Базу крошить, ломать. Да, давайте, в общем, создавайте, не трендите, создавать характера. Характера. Ну, это enemy... enemy характер. Вот думаю, у нас как будет это все по этому идти, по... Там единственное, вот в чем проблема, это в аним БП, потому что ему надо будет назначить аним БП разные тогда. И этот аним БП надо где-то хранить. Либо записать заранее его. То есть их должно быть тогда много, этих enemy характеров. Ну, посмотрим, в общем. Хорошо, enemy характер, все, enemy характер. Так, баловаться. Public player, но я думаю, сюда папочку enemy-то мы создадим. Enemy. Enemy, выбор папки, поехали. Public характер, enemy характер. Create класс. Ух ты, двойная полосочка, смотри, как прикольно получается. Ой-о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 й. Подожди. Ну, давай вот. Блин, я не могу от это избавиться от миллион вкладок. Мне просто они необходимы. Потому что тут, когда оно внизу, вообще неудобно с ним работать. Оно мелкое, блин. Список огромный нельзя открыть. А сбоку, у меня так место сбоку. Короче, надо монитор. Надо еще один монитор. Все. Я там буду этот хранить. Да ладно, я и так могу его здесь вытащить. Сюда его поставить. Вам, правда, видно не будет. Так, это вообще вот так вот. Если на то пошло, вот так вот. Характер. Так вот. Опля. Есть такая история. Дай подумать. Значит, инициализация нам нужна. Датаст нам нужен обязательно, чтобы был. То есть, ну, он будет принимать это в инициализацию, датаст, который... То есть, датаст определяет, какой мы вообще... Ну, что это за противник. То есть, какие у него там, скорости, всякие прочие. То есть, все в датасте там хранится. Надо видос, кстати, записать, почему датаст круче, чем вот эта порнография, когда с кучу акторов. Почему не в акторах лучше хранить информацию, а в датасте. Надо на перерыв, наверное, пойти. Давайте инициализацию создадим сейчас, метод просто. Я думаю, его сделаю в виртуал. По той причине, что... Может быть, что-то в чайлдах понадобится. Init enemy. Enemy характер. Вот это вот мне не надо. Подожди, это что, Copilot сейчас типа сработал или что? Месячный этот ожил.
Окей. А ну-ка. А, да, Копал это жил. Все, я иду в ГПТ, я не могу. Я у ГПТ спросил, как вот эту фигню отключить, потому что меня это прям, ну... Так. Нет. Так, разделяют стрелки какой-то символ. Обычно это срывает исключение на блок или на стороне изменены. Вот некоторые раскладки, например, United States и Visual Studio K-Binding. Есть только в одном проекте кастомные бинды. Не Eng International. Что за Eng International? Говорит, раскладку проверить. Ну, все правильно. Сними глаз параметров языка, дополнительные параметры клавиатуры. Настройки клавиатуры. Сейчас мы что-то сломаем обязательно. Всё. Использование исследовательской клавиши для ввода существа. Еще раз дополнительные параметры. Удобно стало, вообще ничего не понятно, что происходит. Говорит мне дополнительные параметры клавиатуры, параметры языка. Я уже использовать последовательности клавиш для ввода символов. Нет такого.
слова с ошибками. Наделали всего. Распознавание голоса. Что-то я не туда полез, ладно. Windows Visual Studio. Tools, Options, Environment, Keyboard. В поиске Alt, Up или Down там должны быть назначены Edit, Line Up. И если к ним привязано что-то, спросим. Tools. Options. На всякий случай. Че? Терял. Environment. Вот. Найдите теперь environment здесь. Вот же environment. Гениально. Keyboard. Вот он, keyboard. Alt Up, Alt Down. Поиски введи Alt Up, Alt Up. Alt плюс Up. Нет такого. Нет такого. Просто если Up. Плюс Up. Нет такого. То есть это не визуалка виноват. Ладно, ничего не понятно, но это раздражает. Проблема в .vs. Скрытые папки в корне проекта. Попробую удалить vs bin .object, пересобрать. Вот это вот вариант хороший. Мне нравится. Все, после стрима удаляем нафиг папочку vs. Пересобираем его. Ну, потому что это какой-то бред. В остальных проектах все нормально, все хорошо. А здесь он фигней страдает. Так, инициализацию мы сделали. Привет, привет! Привет, привет. Инициализацию мы сделали. Потом dataset еще нужен, но я его еще не создал. Наверное, надо сейчас создать dataset. Привет, привет. Давайте зайдем сейчас, создадим dataset и его сюда сразу добавим. Наверное, я все это в структуру запишу. Мы структуру передавали, а не пачку данных. Подожди, а смысл в самом этом будет структура или мы будем в самом этом уже не структуру собирать? Вопрос. Вопрос, однако. Ну, в самом датасете будет у нас как храниться этот самый или не этот самый. Titles, CPP класс, primary, primary dataset. А как я их там назвал? Datasets. Все есть. Помню, что DA, ну просто этот самый DA, все, без вопросов. Значит, у нас есть вот этот товарищ. Это будет, ну, enemy DA, я так понимаю, потому что он отвечает за enemy. Enemy DA тут как бы без вариантов. Ритуальное перекладывание и... Вопрос в том, что будет ли там структура. То есть мы сейчас создадим структуру, и в структуре будет все храниться. Вопрос, зачем она нам тогда? Ну, сама структура вот эта вот. Зачем? Диндиракл и стример, привет. Смотрю, Диндиракл упомянула ТФК. Привет, привет, привет. Да, он там много чего упомянул. Создали.
Все перезапустили, reload сделали. Закрыть. Давайте пока сюда. Еще, да, SBD, пожалуйста. SBD слэш SBD. SBD. Окей. SBD. Завис я. Нет, он, думаю. Паблик. Какая там информация? Ну, там скелетон. Ты молодец, конечно, копал. А что за хедер с биди? И для чего он? Что за SBD? SBD вот этот вот. Это главное, это там макросы основные, вот эти всякие чекпоинтеры, чеккаст, проверочные. Короче, это главный, самый главный файл, и в нем я храню как его? Вот эти макросы, короче. Так, property. Что он тут мне вообще предлагает? Subclass enemy character BP. Ну, кстати, да, нам надо вот этот класс создавать, характер масть, enemy характер. Это да. Name, ну... Name. Где мы будем вообще неймы как-то использовать? Типа навелись еще там. Name там, вот там. Скелет идет. Какой-нибудь там. Ну хорошо, name тоже используем. Health Max, Move Speed, да. Атак range нам не нужен. Атак damage нам не надо. Короче, я по поводу дэмэджа вот. Я подумал, наверное, мы сделаем так, чтобы он, противник доходил и отнимал какое-то фиксированное значение. Блин, или не фиксированное сделать. Все попроще. Точно без атаки. Точно без атаки. То есть они атаковать мобы не будут сами. Потому что если они будут атаковать, это надо делать им анимации всем разные. Это надо дополнительную логику им вешать. Короче, это доп. Все доп. Тут просто нет времени на что-то. Тут еще на допы всякие. Если делать именно с логикой того, чтобы он отнимает какое-то количество, в зависимости от его хп, он чуть посложнее, чем просто отнять единичку условную, но да, короче, он будет отнимать хп. Будет отнимать хп, и, наверное, мы сделаем что-то типа... Короче, что-нибудь придумаем, но он будет отнимать свое хп. То есть ему атак range не нужен, ему атак damage не надо, ему атак speed не надо, chase range ему тоже не надо, и patrol range тоже все не надо. По факту из этого всего, что он мне предлагает, мне нужно только часть. Так, range, speed, это вот все надо. Можно из парагона миньонов взять, там полно анимаций. Ну, я думал скелетов обычных взять, которых мы взяли. У меня из анимации сейчас надо, чтобы они просто шли. Все. Анимация может быть появление, да даже без появления. Ну, для появления мы не анимацию будем, а там у меня эффект есть. Мне один человек добрый скинул, давал. И там, короче, молния такая бьет и тучка. Такая вообще кайфовый эффект. Вот его использовать для появления. И как бы все, и он идет. Ну, то есть он идет. Все, он идет. Что еще ему надо? Он идет, он дошел, он пуф, исчез. Все. Как бы без вопросов. Это вот если атаки делать всякие, там, да, там всякие там
атаки, получения. Анимации потом накрутишь. Пускай просто пока скользят по поверхности. Да пока вообще без анимации, пока будет столб просто двигаться. Вот как вот есть столбы с этими башнями, будет столб ходить вот так вот двигаться, и все. Пока это все. Я даже в дальнейшем, даже если делать это все, вот, я не хочу с этими анимациями опять играться. Просто если делать им атаки и прочее, им надо что-то туда добавлять. Ну, то есть, что они же не должны, не должен там какой-нибудь червяк замахиваться рукой. У него нет рук, он не может. Ему другая анимация нужна какая-то условная. То есть у каждого плюс-минус какая-нибудь иная должна быть. То есть у них разные атаки должны быть. Опять вот это вот резисты, разные атаки, скорость атаки, вот это вот пойдет. И для энеми свои, для башенок свои, там вот это вот начинается. Поэтому без этого. Мобы — это просто штука, которая она идет. Она уверенно идет к башне. Все. Но, потом, если все будет хорошо, потом это после релиза, добавим новую механику возможностью перекрывать путь. То есть ты бац, перекрыл путь, и вот там вот они уже будут атаковать. Там вот мы дадим им атаку. То есть они вот эту единственную штуку, они будут атаковать. Так, окей. Enemy name, max health, speed. Enemy name подходит. Единственное, что мне не нравится, это места, как они вот так вот должно быть. Так, без вот этой порнографии, пожалуйста. Да-да, нам тут порнографии не надо. Да. Что я написал? Enemd. Какой-то. Характер. Класс. Enemy. Или просто enemy класс. Enemy класс, сокращение enemy name. Ну, потому что это T-sub класс же. Там как бы класс сам хранится его. Move speed, max health. Просто health. Просто health. Его. Но по-хорошему у них так-то и резисты должны быть. По-хорошему. Потому что у нас стихии разные будут, а резисты мы еще не прорабатывали. Но потом добавим. То есть, опять же, 5 наших стихий, которые были. Ержан, здорово. 5 стихий, которые были, вот мы их будем использовать. Соответственно, 5 резистов надо. И я тут подсмотрел у Поя, как сделано стихийные состояния. Мне понравилось. Мы будем, наверное, делать так же. Здоров. Это больше дает, как сказать... Но это на самом деле очень сильно уменьшает шанс стихийного состояния там, но мы что-нибудь придумаем. Ну, короче, там замудренная система, там не просто вот этот вот от 0 до 100. Вода, земля, огонь, воздух. 4 народа жили в мире, пока народ юнитологов не развязал войну. Вот, move speed name. Хорошо. Ну, можно тогда просто name. Зачем вот этот move speed? Move speed. Зачем enemy name? Просто name. Как понятно, что он к этому относится. Так, name. Видишь, сегодня этот код тебе часто попадается. Enemy class, name, move, speed, health. Все, есть. Добавляем. Теперь. Это кот олицетворяет. Заиграла новыми красками, да, вот это бомбит. Когда появился взрыв. Или что? Так, это я думаю, в private попадет.
какой UINT? 32, прекращай баловаться. NMDA. NMD есть. Ага. Да, он должен принимать в себя его, естественно. Естественно, он в себя его же и принимает. NMD, характер, сюда он его принимает. Здесь мы его сразу подключим. Я еще, знаете, еще думаю? Я, наверное, думаю, что мы не вот здесь будем его подключать, а мы вот здесь сразу Data Asset этот подключим. Знаете, зачем? Data Assets. Enemy. DataH. Потому что потом, когда наследники, короче, чтобы в плюсах его постоянно не подключать, ничего страшного не будет, если мы его сюда сразу подключим. Чтобы, если мы уже работаем с энами, все, кто работает, короче, с энами, знали, что они работают с этим датастом, постоянно в плюсах, короче, не лазили. Вот. На меди есть. Мы его передали. И мы его записали. Чекпоинтер сразу делаем на enemy day. Если enemy day, то enemy day равен enemy day. Представляете? Какая магия. Вот такая вот история. Да. Да. Характер. Есть. У нас эта вся штука. Есть у нас вся эта штука. Так, я хочу создать его в блюпринтах. Погнали блюпринты. Погнали блюпринты. Я все забываю, что надо еще map check generate errors. За map check generate errors. Что? Ну ладно. Enemy yes. Enemy yes. Enemy yes. Enemy yes. Enemy yes. Давай что-нибудь. Новый колор какой-нибудь. Красный такой. Можно красный. Пусть будет красный. Типа красный. Enemy есть. Хорошо. Здесь Целаниус. Думаю, может сразу блюпринт создать. С этим. То есть... на медией типа сделать. BPD. Ну, enemy. Enemy мастер, допустим. И сюда мы укажем то, что, ну, указываться будет то, что общее. А что там общего может быть среди них? Ну, что-то может быть и общее это и будет. Чтобы у всех это не указывать. То есть у нас есть один DA. Короче, чтобы по всем не лазить. Все в одном месте. Это, вот так надо.
Ну и, соответственно, miscellaneous data asset, BPD, enemy master. Вот это выбираем. Enemy test. Enemy test. Открываем. Health 100. Урон общее. Урон вообще. Но у меня урон сейчас будет зависеть от их хп, сколько у них осталось. То есть от текущего здоровья. А не от этого. Текущего, короче, здоровья. А потом-то урон именно по этим. Но урон тоже не будет общий. Я не знаю, что общее, но по примеру, как, допустим, с айтемами у нас там было. У нас какие-то иконки постоянно повторялись, у нас какие-то эти повторялись. Может, скелет у них будет общий, или еще какая-то залупа будет общая. Ну, допустим, вот здесь enemy характер общий. То есть, чтобы, допустим, не вводить его постоянно везде. Ну, надо блюпринтовый создать. Единственный, в чем прикол, это надо... Что это такое? Давай сюда enemy создадим. Yes. Класс. И вот сюда вот мы просто VPN мастер делаем, compile, save. Все закрыли, и вот он здесь есть. То есть все остальные, которые мы будем создавать, уже как бы указан у него. Понятно, что... А хотя подожди, так как он от этого класса наследуется, то есть... Душу шатал. То получается все. Нам больше не надо его остальных указывать. Ведь так? Или не так? Вообще так, по идее. То, что он наследник вот этого. Да, но параметры-то у него не... А подожди, или это... Подожди, стой, подожди, я что-то запутался. Если мы ну, по логике все правильно должно работать, но это Unreal и блюпринты, тут фиг поймет. У нас есть вот этот из сабклассов, да? Мы создали туда, допустим, мы писали характера, а потом от характера мы своего наследника сделали и что-то там наделали. Если мы заспавним потом вот эти сабклассов, он же заспавнит эту блюпринтовую версию, полетит туда. Правильно? Правильно. То есть получается, что нам не надо эти самые другие вот эти вот enemy классы всякие. Move speed 650, по-моему, стандартный, да, идет. Он должен будет идти медленно довольно-таки. Давайте стандарт 650 поставим. Все нормально. Я не знаю, с какие. Тест. Name у него тест. Все, тест. Что, дата asset готов? Дата asset готов. А вот отсюда мы смотри, как сделаем. Подожди. Не, это же не так работает, балбес. Балбес. Это у каждого свой же надо, да. Чат blueprint. Вот здесь создаем тест. Вот такой вот создаем. И сюда мы должны были указать его. Мы же с ним работаем. Подожди, это аним класс мне не надо. А что тут есть скелетал? Кубы есть. О, меня устраивает вот этот товарищ.
Меня он устраивает. Вообще идеально. Смотри, какой красавчик. Вообще кайфовый, да, парень? Ну или девушка. Сейчас не разберешь. Поэтому не будем предвзяты. Товарищ. Товарищ он. Товарищ в любом случае. Товарищ. Я не... Инстанс нам не надо. Короче, вот он двигается, все, пошел. Вот этот товарищ, он репликирует, правильно? Или нифига не репликирует. Компонент репликейтс. Или сам этот должен быть еще. Replicate physics. Туча. Proxy, physics, proxy. Replicate стоит. Стандартно. Регистр sub object list. Mesh components replicates. Mesh. А mesh тоже должен replicates как бы быть. Или mesh не должен быть replicates. Mesh не А какая разница именно mesh? У каждого свое там что происходит. Вот сейчас будем, сейчас спаун сделаем, вообще будет кайфово смотреть. Единственное, что я не помню, как мы ему мозг даем, чтобы он двигался. То, что он будет как бы стоять, это здорово, но достанем, допустим, то, что он стоит, и он есть, как бы это все прекрасно. Человечек есть. Человечка нету. А подожди, или человечек в другой стране просто. Вот человечек в другой стране просто. Если ты его от актора унаследовал, то по стандарту он реплицируется. А как можно характера не от актора наследовать? Можно наследоваться от характера и не наследоваться от этого. Ну, я понял, но по стандарту реплицируется. Хорошо. Подожди. До репликации тут надо вспомнить, как ему мозг дать. Контрол. Контрол. Как ему мозг дать? У нас же есть там какие-то эти. Сейчас вспомнить бы. Глаза пошире надо. А вот они. Ай-контроллер. Вот они, behavior 3. State 3. Не, подожди, это не то. Не, AI-контроллер, да. Там же нет, там не только это. Или там только AI-контроллер. Там, по-моему, еще какие-то компоненты есть. Так, а ну-ка, где он еще раз? Behavior 3 Йой Блюкберт. Не, Behavior 3 это как он будет там, типа, логику выполнять. Но логику я еще Behavior 3 не заводил на логику от точки до точки дойти. Тем более Behavior 3 все уже. Все устарело, там другая какая-то фигня у них. Как она называется? State 3, по-моему. Так, вот эту фигню мы создаем. Контроллер. Наследовавшийся ТАИ контроллера, правильно? И сюда нам надо его добавить. Я бы создал его. Я бы, как создал. Ну хорошо, давай создадим. Если как создал, значит надо создавать. Классы свои. Контроллер. Я уже не помню. Я же говорю, вот те вещи, которые делаются один раз и забываются, это прям беда.
Или контрол просто. Подожди, я запутался. У меня там папочка как называлась? Контрол? Естественно. А, да, вон она. Контрол, а не контроллер. Контрол. Create class. Там компоненты какие-то еще. Или это, по-моему, для крауд контрол. Или как-то так он называется. Чтобы они не толпились. Друг в дружке. Что-то типа такого. Ой-ой-ой, подожди, я там марафет не навел, уже запускаю. А, тут и не надо его наводить. Единственное, что это SBD подключить. И все, 5 миллионов вкладок. Так, NMI, вот он есть. Но мы его создадим блюпринтовый вначале. NMI. И контроллер. Контроллер, BP Enemy контроллер есть, все создали. И добавили. А это все? Или это не все? А ну-ка. Откроем мне этот. Begin play, move to. А и move to, да, вот это вот. Self. Или там он принимает и так self, ну неважно. И да, пойдешь в нулевые координаты, все, погнали. Либо я очень сильно попал в нулевые координаты, либо звездеж, да, это звездеж. А, ну да, навигационной сетки-то нету. Знаешь, в чем прикол? Давай создавать навигационную сетку. Где здесь navmesh bounce? Navmesh bounce volume. Чпок. Skip скрыть. Давай пойдешь в тест. Ну, плюс-минус, да. Так, ну вроде бы покрыл. Ну давай смотрим, что получилось. И иди. Никуда не идет. Что делать будем? Вспоминайте, как заставить его что-то делать. Там еще что-то надо. Ау. Ауф.
Ты мне лучше напомни, Дендераклу, ты что тут у нас эксперт по этому похождению. Как заставить Аишку ходить? Ты помнишь или нет? Я не помню. Что надо добавлять? Ну хорошо, да, контроллера я-то добавил. А что ему еще надо? Что он еще хочет? Или я не добавил контроллера? Run Physics. А, причем здесь это? Не помню, это же не Рут Мотион. Прикольно. Ну, в блюпринтах хотя бы. Не, в плюсах-то ладно, я-то разберусь, где точка 1, точка 2, это все фигня. Разве не AI Move Tool? А что у нас есть еще? Move? Может, не тот Move to Move Component to Move. Но он, по-моему, как раз таки AI... Ну, давай с этого вызовем, хорошо. Мне что? Мне пофигу. Давай здесь вызовем. Этот самый. Begin play, move. Move to location. Вот так вот, просто и со вкусом. Ну, move to, хотя там куча подобных методов. А позже сработал норм. Что за позес? Он стоит, падла. Фигня это стоит. Да что он стоит? Он должен идти. В нулевые координаты. Я не знаю, где они там. Но он должен идти, потому что он не в нулевых координатах. Посес при старте. У меня бывали с этим приколы. Полсест такое? Мэск не знаешь разве? Что такое ползес? Пассив содержимость. Стало куда непонятней. Посесы какие-то. Что посос какой-то получается, а не посес. Одерживать контроль значит. Подожди, я что-то вспомнил. Сейчас. Я там какую-то фигню делал. Там не все тогда просто. Там какая-то фигня была. Но я это в плюсах делал, я не помню. Методы какие-то надо. Инициализация контроллера, что-то его... Короче, надо сейчас лезть в FPS, походу. А ну-ка, я сейчас это вот сделаю. А, это можно было и не делать. Все, открываем FPS. Смотрим. Я вспомнил, там не все, да. Там надо инициализировать его еще. Какая-то шляпа еще. Сюда. Где у нас NMS? NMS, Enemy Master. Get mesh component in init widget, это не то. Found get iBrain component. Init iBrain component. Init iBrain. iTrigger. Что у нас здесь происходит? Здесь это не то, что нам надо. Происходит вот это вот что такое. Но это он уже пошел это атаковать. Где вот тогда контроллер? Separation какие-то find. И нигде нету, прикольно. Надеюсь, напишу своего чарактера, наследованного от Павна и слезу с перегруженного анреаловского чарактера с его movement компонентом на 4 килобайта. Да, нормально, 4 килобайт немного что-то. Max Walk Speed. Блин, я помню, была инициализация какая-то, то есть ты должен был что-то сделать. Он просто так не работал. А вот где это? А вот фиг его знает. Нет на меди, тестинг активает и нет enemy, вот еще один. А и триггер, и нет enemy.
Нормально для инвентаря на 20 слотов PB, но не для мувмента. Auto-PCSI должен быть включен для спавна, а не только размещения в мире. Auto-assess. Что за auto-assess? Auto-process play pound placed in world. Placed in world and spawn. Auto-process play the deal disabled. Player 0, player 2, player. Так это, ну как, что толку-то от этого? Он-то не двигается. Двигаться-то он, ну как, не начал-то. А чё self? Get pound тогда, get pound. Иди. Он не идет. Нигде не идет. Там, не там. Не, ну это успех. Это успех. Я не знаю, как заставить их идти. Блин, там одна галочка. А какая? И уже в плюсах сделайте этот самый, пусть там... Ошибку там не будем смотрел на называть. фейл. Там есть же респонс команды move. Ты имеешь в виду вот этот фейл? Он фейл когда, типа, мол, произошел? А я ж не знаю даже, фейл это или не фейл. Или что там есть же респонс команды move. Так а чё, print string? Ну, сделаю я print string, тут уже не поймешь, что будет. Ну вот, hello. То есть fail. Резал вот пин есть. А, movement result. Ты про вот этот вот result. Так а чё толку там будет этот aborted? Я не помню, что это значит. Ну вот он aborted. Если цель недосягаемости пути добавить. А, это... Ну вот, то есть... Слушай, а может нулевые координаты в этом находятся? Подожди, я сейчас туплю. То есть с контроллером самим беда. Так, подожди, он идет в нулевые координаты. Сейчас нулевые координаты могут быть вот здесь вот. Понял? Или подожди. Или за пределом. Нулевые координаты, фиг знает где. Где нулевые координаты? Вот нулевые координаты. Он не может до них дойти. Естественно. Мы что его отправляем в нулевые координаты. Вот они нулевые. Они за этим. Все. Несите нового стримера. Сейчас стример пойдет на перерыв. И нового вынесут. Что этот сломался? Ну вот, пошел, все отлично. Побежал, и он побежал и там, и там. Все, а мы двигаться не можем вверх. Почему мы вверх не можем? Все, можем. Все, дальше мы все, он ушел. Все двигается, все работает. Давайте пойдем на перерыв, потому что тяжело как-то. Как-то что-то тяжело. Давайте 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? А знаете что? Знаете? А знаете? А мы продолжаем. Вот именно. Вот именно. Вот что. Так, создали мы товарища. Как мы его будем называть, этого товарища, а? Давайте вернем обратно.
товарища моба. Товарищ моб. Товарищ моб. Давай, товарищ моб. Давай, товарищ моб. Будем тебя сейчас спавнить. У нас должна быть точка спавна. Никами из чата. Блин, а было бы неплохо, конечно, никами из чата. Но это надо... ников, чтобы они... Короче, интересная история. Так, создали мы нашего покемона. Ну, имелось в виду, как короче, это там манекена называть. Покемоном. Всех будем покемонами называть. Покемон. Спавн. У каждого должен быть свой спавн. Это мы сейчас Ворд-рулеру правильно должны сказать. И вот тут начинается интересности. Интересности. Мне надо подумать. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что Ворд-рулер может и не подойти. Какие у нас сабсистемы есть? Там же, по-моему, сабсистемы есть, которые именно для каждого плеера свои. А есть не только такие. Ну-ка, саб-систем. Аудио, эдитор, Ой, да, что? Масса, в чем проблема? Просто их будет два. Их будет два. Их будет два. Их будет два. Нам надо, чтобы он только один был. Подожди, это FPS. FPS, все, уходи. Или мы не создавали еще, подожди, сабсистемы. Мы только там Эвенбас пытались создать. Но Эвенбас нас послал отдыхать, короче. Да. Послал нас отдыхать. World Ruler. Все, мне интересно, вот у World Ruler, ну сейчас мы узнаем. У World Ruler есть has authority, вот это вот Russian. Если она есть, тогда это канает, это нам подходит. Все должно на сервере быть. То есть тот чувак, в принципе, вообще ничего не должен делать. А тут получится условный какой-нибудь таймер, который отсчитывает. Он будет и там существовать. И потом по окончанию он запустит метод. И там, и там. Ну, типа, у нас же их два. И там вот они, типа, там тикают. Таймер дотикал, бац. Он отослал метод. И там он вызвался. Ну, у одного, так как он не сервер, он has authority, условно,
ушел в небытие, а у второго Хазаутри прошел, он выполнил, и дальше он-то возвращает всем тоже. Ну, то есть пойдет там спам, там инициализация, то есть у всех вот это вот все. Ух, полетел. Все по-хорошему, сама-то эта фишка, она один раз должна быть сделана. Ну, давайте в World. World Ruler. Мне нравится. Это язык ломает. Приятно такое, поломка такая происходит. World Ruler. Субсистем, сюда пойдешь. Летел. Да-да-да. Свой файл. Ну, давай его здесь зафиксируем, здесь зафиксируем. Хорошо, есть. SVD обязательно. SVD. Обязательно. И... не знаю, void. Void тест хочу протестить. Сейчас помню. Давай создадим его. Ну да, просто хес сервер условно нет такого. То есть мы не проверим его никак. Ну тут ГПТ. Тут ГПТ. Тут без вариантов. Тут надо ГПТ помощь. Давай ГПТ. Его задать так. Не пойму, как его спросить, чтобы он понял, что от него хочу вообще.
Там же у нас есть эти всякие вот эти методы, всякие классы мы создавали для вот этих сетевых штук. Подожди, может мы сейчас их будем использовать, а не World Ruler. Так, вот для каждого игрока вот на каждой машине сервер и клиент, то есть да, твоя система будет существовать и у хоста, и у сервера, и у клиентов, и у хоста, и у клиентов. Но авторитет за спаун акторов есть только... Ну, это понятно. Клиенты не могут по-настоящему спаунить репликейт актора. Это должно происходить. Что будет, если вы заспаун актор из сабсистемы на сервере? Актор спаунится, если у него включена репликация. Он появится у всех клиентов. Но это логично. На клиенте актор появится только локально, не будет реплицироваться, он исчезнет при синхронизации, поэтому спаун нужно делать только на сервере. Спасибо. Как сделать их для каждого тот вариант, если враги общие, одни и те же для всех игроков, саб-система на сервере спаунит их, репликация делает остальное. Здорово, что саб-система их спаунит. Дело в том, что их две. Откуда саб-система будет знать, какая она из них? Это же кучу проверок делать. Get world из сервера. Подожди, он мне говорит так сделать. Get world. Смотри, внимательно. Get world. Из... Ну вот опять он придумал. Нету такого. Из сервер, говорит, вызови. Или has authority. Нету этого. Звездит. Ох, как он звездит. У нас была какая-то фигня. Мы делали. Она, скорее всего, нам подойдет. Давай сделаем F7, F5. Сейчас запустим. Потому что я помню, в блюпринтах, по-моему, создавали. В плюсах я сейчас... Или найду в плюсах. Подожди. В плюсах найдем. Player. О, тут это параша какая-то из них. Player Start нет. Player Controller нет. Player State есть. Main Pound тоже нет. Game State. Game State. А зачем нужен этот Game State? Идите нахер! Да. Game... Нахер. Ого. Задвоилось. Задвоилось? Сейчас будем править. Свойства. Не, подожди, не свойства надо. Вот это активность. Не задвоилось, просто стример очень злой. Да сам два раза, да сам еще, да, это самое. Блин, а как тут этот? Я вообще забыл нафиг. Я скрыл эти, чтобы он не показывал мне их постоянно. А, наверное, их надо открыть его. Идите нахер! Это я вам открыл его. Все, тихо, только не это самое. Свойства. А, я мог и тут его открыть. Все, теперь не будет. Есть, а ну-ка. Идите нахер! Что, было, нет? Последний раз. Так, значит.
Game State. Для чего эта штука вообще? Так, отлично, давай разберемся, пожалуйста, что такое Game State. Game State — это актор, который реплицируется всем клиентам и служит для хранения глобального состояния матча. Создается на сервере клиентах. Сервер клиентам передаются данные, счет, время матча, список игроков и так далее. Это не локальный объект игрока, как Player State, а общая информация о мире. Что обычно хранит Game State? Время до цикла раунда, матча, счет команд или игроков, список подключенных игроков, статус игры, например, данные, которые должны быть доступны всем игрокам синхронно. Можно ли там держать спаунное управление? Технически да. Ты можешь запустить спаун врагов из Game State, но это не совсем правильно по архитектуре. Да, вау, я на это. Как показывает практика. Геймод так, только на сервере. Ну, вообще да, но с другой стороны, блин, если у нас таймеры там хранятся, то какого лешего у нас будет этот спаун в другом месте? Ну, у нас заканчивается таймер. Он, наверное, ничего не понял. Ничего не понял. Так, еще раз. Геймод. Только на сервере. Логика правил игры. Спаун старта. Геймод. Логика правил игры. Спаун старт. Конец матча. Выбор победителя и так далее. Game State сервер плюс клиенты. Что значит геймод только на сервере? Геймод только на сервере существует? Чего? В смысле? Таймеры там чисто для отображения. Основной таймер текает в гейммоде. Да. Что значит да? Подожди. В Game State можно хранить инфу о врагах, например, сколько жило, какие волны пошли. Зачем мне отдельное хранилище, если я могу это хранить там, где я это спауню? Зачем мне в отдельное место его засовывать? Чтобы все могли это увидеть, правильно? Типа репликация, что было. Что по поводу, да, это типа, что, мол, этот геймод это чисто сервер. То есть все, что выполняется в геймбоде, это выполняется именно на сервере, да? Вот это да. Вот если он, ну, вот это да, то да. А если нет, то нет. Гейммод один и он на сервере. Нет, тут глупо тогда спрашивать. Ну, это ж означает, что это, что мы выполняем на сервере, в геймоде, это значит, что это выполняется только на сервере. Это немножко глупенький вопрос будет тогда. Правила игры сохраняют только сервер. Ну, тогда наш выбор это геймод, а не этот самый. Геймод будет отвечать за спавн, а не сабсистем этот. И если с клиента напрямую без РС попросить, то получишь всегда 0 поинтер. С клиента напрямую без RPC. Типа геймод запросить, а-ля get геймод вот этот сделать. Об этом речь. Ну да, логично тогда, чтобы он не получал, не получал этот, то есть так как у него нету у клиента доступа, есть вот этот Game State, который отправляет все эти данные в, ну всем, короче. Вот. Ну все, тогда поняли, все. Значит, геймод меня устраивает. Геймод мне нравится, я люблю этого товарища. Все. Все. Вот это помойку. Где наш геймод? А ну-ка, быстро. Вот он, геймод. Где геймод хедер? Геймод хедер сюда. Так, чпокнули. Я хочу, знаете что? Я хочу сабсистем удалить. Сабсистем, вот этот World Ruler.
Это мы сейчас вправите, правильно? Удалить. Ой, я тут душу любил. Subsystem. Relatal. Есть такая история. Значит, вот этот товарищ должен будет делать нам всю нашу историю. Ну, во-первых, понятно, что паблик. Молодец. Ну, понятно, что protected. Не поверите, понятно, что private. И вот в private я хочу... Знаете, что я хочу видеть? Сейчас обалдейте, что я хочу видеть. Я хочу видеть U main GC. U main GC. Указатель. Main GC. А с чего это он U, если он A? Или он U, подожди. Где я только что их открывал? Что такое? С чего это он U, если он A? Кто мне скажет? В чем здесь U, если он A? Что такое? U говорит, да? Main GC. Есть такая история. Здорово. Прекрасно. Просто великолепно. Просто великолепно, просто чудесно. А геймод-то раньше создается, чем GC, правильно? Правильно. Ну, потому что GSE это то, что содержит геймод уже. У нас есть что-то типа Begin Play у него, у геймода, правильно? Или у него прям именно Begin Play? У него же не Begin Play. Или подожди, геймод же наследуется от актора, у него Begin Play. Или он вообще его... Не, он от актора наследуется, так у него есть Begin Play. Что-то я фигней страдаю. Override, вот. Есть такая история. Давай. Create definition. Begin play. Просто я спутал с этим его, с Game Instance. Он-то не актора наследуется, и поэтому там инициализация как-то такая фигня. Теперь у меня вопрос. По идее, вот все его эти, они уже должны быть инициализированы, то есть они уже должны существовать в памяти. На момент, когда вот этот вот Begin Play вызовется, он уже должен быть, то есть его JS вот этот. По идее. Поэтому я бы хотел его сразу сюда получить. А вообще, наверное, мы как-то сейчас запишем метод какой-то get main GC вот этот. С геймода сразу. Чтобы в геймоде мы могли его вызывать и прочее. Мы же здесь имеем get game state. Вот, он имеет game state. Он имеет game state в наличии у себя. И это шаблонный класс. То есть мы можем вот так вот делать, да?
main GC есть. Здесь, естественно, include player player main GC. Main GC, вот. И он его как бы вернет. Но тут есть проблема в том, что нам надо будет постоянно делать вот такую вот вещь. Ну, понятно, что нам проверить постоянно надо будет. Но если... Короче, я сейчас запишу для наглядности. То есть, если не вот это вот, то тогда вот это вот. X, правильно? Это то, что я сюда и хотел. Вот это вот. И чекпоинтер. Чекпоинтер. Вот такую вот штуку постоянно делать надо будет. Но я же не хочу этого делать постоянно. Правильно? Правильно. Поэтому мы можем сразу записать метод, сделать get getter. Main GC, вот такой вот. Оп. Get main GC. Ну, тут ничего такого, он просто будет постоянно проверку вот эту делать. Так гейммод создается один раз на уровне. Ну да. Здесь поставил. Ну да. Так, к чему написано было? Постоянных проверок не будет. Мысли постоянно. Это в Begin Play не будет. Это я просто для наглядности. Но мы-то в других местах постоянно должны будем получать GS. Понимаешь, в чем прикол? Постоянно делать проверку на вот этот вот указатель. Потом, если указатель каким-то образом остался пустым, мы же не будем схлопывать проект, правильно? Нам не вы, ну как? Мы же не хотим, чтобы если что-то пошло не так, то нам надо сделать проверку на него. Если нет, то попытаться его туда записать, потом еще раз сделать проверку, и уже если потом не получилось, то тогда вернуться, ну то есть ничего не сделать. И чтобы вот эту вот запись постоянно не делать, я хочу сделать метод, который возвращает эту часть. Сделаем вот такую вот штучку. Вот такую вот штучку. И потом, если нам надо будет что-то получить, мы можем... Ну, тут надо будет, конечно, следить, но смысл в том, что если нам надо, то мы так вот делаем. Checkpointer. Get main GC. И вот сюда вот мы его передаем. Вот так вот. Тернарный оператор в функции. Но это чисто визуал, функционал тот же. Вот в качестве тернарки именно использовать его можно, да, но тебе постоянно вот эту вот часть прописывать, понимаешь, класс прописывать этот, а здесь просто у тебя get main GC и все. И запись меньше все равно будет. А вот это, кстати, тоже можно сделать. Коли я уже так люблю тернарки. Коли уже так пошло, то тогда вот... Прям вообще песня была. Короче, это я записал чисто, чтобы просто попроще было. Нам все равно его проверять. То есть это же нам не гарантия того, что этот самый... Хотя вот там вот может быть и гарантия была бы. То есть если мы вот сюда вот запишем вот эту часть,
без точки запятой надо было. Если мы запишем вот сюда вот такую вот часть, то это гарантия того, что как бы он схлопнет его. Но я ж не буду постоянно вот это прописывать. Хотя если в макрос завернуть, уф, красота получится. В макрос сразу проверку именно с ретурном вот этот вот. Твою душу любил. Define. Странненький у тебя тернанрик, но самое главное работает. Main, get main. Где у меня? Не понял, в смысле. Main ты присваиваешь main? А зачем ты main присваиваешь main? Спрашиваешь get main или main? Ничего не понял. Так, подожди, у нас там как там такая вот штучка, правильно? И мы просто пишем MGC, вообще красота, смотри. MGC, MGS, все. Вот это вообще закомментировать и все. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, что тут, а? Что тут такого интересного написано? Что такое MGC? Вот. А ты заходишь, а тут не стало понятнее вообще. Так а что странного-то? Мне-то надо записать сюда, понимаешь, в чем прикол? И пофигу, что я проверил вот тут. Я дальше-то использую с помощью MGC, вот этот main GC. Я-то дальше вытаскиваю из него какие-то данные. И мне нужно, чтобы там что-то было. То есть я проверяю в начале. Если там ничего нету, то сюда он в этот макрос. Логика-то будет работать. В макрос он-то вернет. Да, про вид. Вид это на 10 месте. Вид это не то, что не главное. Это даже после средних идет. Есть типа высокий, средний, низкий. Вот высокий это там, чтобы оно работало вообще. Средний я там еще не придумал, что, а вот низкий это вид. Так вот. Короче. Такая штука. Но мне не нравится то, что... Ну, сама запись мне не нравится, короче. Она длинная. Постоянно ее записывать, это забей. Зачем ее постоянно записывать, если можно просто сделать вот эту вот часть? Опля. И все. Ну и потом просто-напросто main GC мы получаем и делаем какую-то логику там выполняем. Понятно, что если вообще все сократить, то можно вот так вот. MGC себе, и жизнь прекрасна. Он сразу тебе и проверку сделает, тебе не надо чекпоинтер прописывать, тебе не надо сюда вставлять ничего, просто сразу полетела. Красотка, и все. И все. Ну, а вообще у меня макрос есть еще интереснее тоже. Если мы, допустим, берем того, что у нас нет get main GC вот этого, мы можем сделать чек каст делать. У меня есть такой макрос замечательный. То есть мы сюда передаем main GC, передаем main GC и передаем сюда get state get чего? Get game state. Все. И вот он такую вот сделает штучку-дрючку. Правильно написал get game state? Правильно написал, а что тебе не нравится-то? Object. А он что, не object разве возвращает? А, она только шаблонная. А, тогда это не сработает. Думал, она не только шаблонная. А это то же самое, что и cast checked. Что именно? Чекпоинтер? Ну, cast checked у тебя сломает его, по-моему. Чекет у тебя слом же произойдет.
Или что он делает? Что он делает? Что он делает? Ну, понятно, что он кастует. Остановит выполнение. Ну, он схлопнет на этой линии его, правильно? А если мне не надо его схлопывать? Ну, то есть мне на... Ну, как, он метод остановит или что он сделает? Что значит остановит? Я предполагаю, как это будет. Он просто схлопнет все нафиг и тебе скажет, вот здесь эта проблема. Иди, ну, смотри, строчка с проблемой. Краш. Вот, краш. А если тебе не надо краш? Тебе надо просто, чтобы логи были. Понятно, что у нас, если... Можно написать свой макрос, который с едитором будет юзать cast checked, а в релизе обычный cast или даже static cast. Можно. Тогда if и log прописать. Ну, if и логи зачем? Вот у меня уже есть, вот он, чекпоинтер мой. Зачем мне вот что-то там выдумывать? У меня уже все есть. Настроено, все работает. Ладно, поигрались. Дальше идем. If и логи, это еще вот у меня чекпоинтер, это же есть if и логи. Он буквально мне показывает строчку в логах, где что болит, короче. У кого как, что болит. Клим Жуков. Так, ms этот мы удалим. MGC этот. Здорово, отвечает он. Здорово, отвечает он. Он его получает и прочее. Но на begin play ему получать его не надо. То есть, когда ему понадобится его получить, тогда он его и получит. Правильно? С помощью вот этой get main GC. Все у нас настроено. В первую в проверку влетает всегда main GC. Get main GC. Хорошо. Есть такая история. Есть такая история. Мы ее, может быть, потом в паблик она полетит. И смотрите, что у нас в private и тот, и тот. Но смотреть не надо. Может быть. А может быть и не полетит. Посмотрим. Может быть, мы ее переименуем, и будет она другое делать. Возвращать пул какой-нибудь. Спавн. Дайте подумать, спавн. Нам нужна точка спавна. Причем у каждого плеера свой. Реально должен быть спаун. А у нас есть список плееров? У нас должен быть обязательно у гейммода список плееров. У нас есть get la... А вопрос, зачем персонажу лезть и менять что-то в геймстейте? Это ж вроде однонаправленная связь. В смысле персонажу лезть и менять что-то в геймстейте? В чем здесь персонаж? Или ты про то, чтобы он в паблике был? Об этом. Я пока не знаю, что будет выноситься куда. Get player. Про геттер. Ну, в данном случае геттер он всего лишь проверяет, и в случае, если там нету, то он получает. То есть он выполняет вот эту часть. У него нет данных, да, о всех игроках. Net Owning Player есть какой-то. Ну, нам Players это, конечно, здорово. Через геймплей, короче, статикс, да, какой-нибудь надо. Там должен быть массив. Не помню, как называется. Все, геймода таки есть он. Он просто как переменная.
Подожди, а что мне плюсовый файл открылся? Я хочу. Header файл. Но... Вот если бы у них еще было бы удобно, тут нам players. Inactive player state of players who have disconnected from the server. Что? Что? Это тех, кого кикнуло? Или что? Saved in case they reconnect. Player state of player who have disconnected from the server. Только скорее всего нужно было не от Бейза наследоваться. Какой-то из них урезанный. Это ты прикольно сказал, конечно, не от Бейса, а от кого? Max Interactive Players. Ну все, он закончился. Значит, урезанный. Значит, урезанный. Что это значит? Геймод. Так... у тебя геймод наследуется... Геймод и Base отличаются по функционалу. Но геймод наследуется от геймод бейса, если вот посмотреть. Дело в том, что, понимаешь... Кто из них урезан, не помню. Значит, глубже в родителя поищи переменную массив. Все куда проще. Так, чтоб тебя... А, main. Player array. В стейте, в геймстейте, не в гейммоде, а в геймстейте он находится. Вот, player array всего лишь есть. Так, тихо. Player array, все просто и со вкусом. А можно посмотреть, кто ты вообще, покемон? Кто такой player state? А кто такие player state? Просто мне не... Ну, мне вот это самое, тра-та-та. Мне нужно, чтобы я мог, ну как, получается... Вот он, тот сервер, вот тот, о котором я говорил, главный, который в единственном экземпляре существует один, не вот эти, не копии, херопии, жопии и прочее, праша. А вот он один. Это гемот, оказывается, им. И все, то есть он может... Плеерстейты в основном нужны для переноса информации после дестроя и спавна. Ты меня запутал. Не надо так. Короче, мне надо не вот эта вот фигня, которая здесь, а мне нужно мой класс. Main Pawn.
Или... ну main-pawn, вот он, это я его еще не могу найти. Main-pawn. Мне нужен он. Так вот, сделаем. Представляете, вот такая вот история, да? Нам нужно будет его сейчас заполнить. .add. Но он-то не знает, что .add. И вот тут вот начинается самое веселое. Нам надо перебрать этот массив. Вот этот. Еще раз, кто ты? Понятно, я буду auto использовать. Есть контакт. Есть контакт. Есть контакт. Потом из этого мы должны... Знаете, что сделать? Еще обалдеть сейчас. Мы должны player state указать... то есть player state он принимает. State указатель. Вот. Так мне больше нравится. Player state указатель хорошо. С item. Потом мы из него... его должны проверить. И достать этот самый. Короче, if не item. Если не item, то continue. Да, continue, хорошо. А если item, то тогда мы должны записать. Он тут уже подсказывает, конечно. Что он там получает не... А что, можно сразу pawn? А что мне этот говорил ГПТ в начале контроллер получить? А потом из него pawn. А мы сразу можем pawn получить. Item get pawn. А с учетом того, что это, скорее всего, у него там еще шаблонный метод. Get pawn. Знаете, в чем проблема? Он не знает, что такое player state. Он ничего вытащить с него не может. И этот-то подсказывает, это понятно. State. Get pawn. Есть у него get pawn. Шаблон имеет. Увы. Увы и ах. Метод... нет, шаблоны. Я тебя умоляю. Вообще изи. Мы... Pawn. Все. И, соответственно, мы тоже его проверяем. Вот это все нам подходит. Что, дурак, что ли? Я дурак. Дурак здесь я, получается. Ну ладно. Да. И мы сюда его добавляем. Все, в принципе. Какие-то
контроллеры получить, там какие-то непонятные косты сделать. Страх и ужас, страх и ужас. Все. Все есть. Мы заполняем его на begin play сразу. Чпок-чпок и все. Все есть. У меня вопрос. Игрок 2, он уже там или он еще не там? Ему задержка надо или ему не надо задержка? Ну вот и узнаем. Вот и узнаем. Сюда поставим. Давай еще сюда. Поставим. Погнали. Посмотрим сейчас. Failed. Где failed? Cast. To cast between... я не подключил. Подожди, не-не-не. Ну да, я пал не подключил. Не знаю, к чему приводить тип. Include... Так, ну это хорошо. Хорошо. Enemy spawn создать. Думаю, это как отдельный класс создать или обычный спаун с тагом. Ну тогда лишние спауны будут тащить. Так и будет тащить. Так, play. F10. Здесь у нас 1. И все, он в помойке. Скорее всего, это из-за того, что второй еще не загрузился. То есть на момент выполнения вот этой части, вот этот товарищ, там еще один. То есть только серверный игрок добавлен. А ну-ка, давайте я эту штуку сейчас верну в Get World. Таймер менеджер. Ну, я думаю, через сколько? 3 секунды. Дадим ему 3 секунды подумать. Ну, вот такая вот запись. Такая вот штучка. Давай, лайфкодинг. Рискуем. Рискуем. Брейкпоинт я не поставил. Ставим брейкпоинт. Смотрим. Так, пока empty. Ну, тут уже видно, что 2. То есть тут-то видно по этому массиву, что здесь 2. Мы делаем F10. Ну, это игнорировать. F10, смотрим, здесь единичка есть. То есть там main pound нулевой. Дальше идем. Вот он залетает. Он делает. Смотрим. И вот он, main pound единичка. То есть есть. У нас проблема в том, что на момент выполнения этого второй еще не подключился. Нам надо, чтобы второй, когда подключится, он обратился к серверному гейммоду и сказал ему: я тут. Я тут.
Скорее всего, есть какие-то штуки есть у геймода, допустим, когда все подключились, или у геймстейта есть, мы сейчас их будем использовать, не будем ничего своего мудрить. Сделай как в TF2, кто первый зашел, тот единогласно меняет карту. Того тапки, да? Теперь это не так просто, потому что игроки сначала коннектятся, создается плеер-контроллер, потом вспомнится плеер state, и он попадает в game state player array. Потом происходит samples travel level load, и уже только после этого паун может быть заспавнен. Основные способы отследить: все подключились и загрузились через геймод постлогин. Срабатывает на сервере, когда игрок законнектился и получил плеер-контроллер. Можно считать количеством игроков и связывать с Max Player или своим условием. О как. Ага. По Player Array. Ну, я таким способом могу таймер просто повесить каждую секунду в true, и пока он нет, это потом false. Тупо его гонять по кругу таймер. Это успех. Ну, тут там-то не таймер будет, понятно, что там будет этот стоять. Так, через Game State плюс репликацию готовности. Удобный вариант. Каждый Player State имеет флаг Biz Ready. Когда игрок загрузил уровень и заспавнился паун, он отправляет серверу, сервер отмечает player Biz Ready true и реплицирует всем. В Game State можно завести метод area all player ready, который проверяет весь player array. Ой, кстати, интересная история. Всех проверить. Так а что всех проверить? А когда именно толку от того, что всех проверить? Ты же не знаешь, еще все подключились и не все. То есть он всех-то проверил. Хорошо, все 5 он проверил, условно. У нас 6 человек, он 5 проверил, у всех true стоит. А 6-й, типа, мол, на калькуляторе сидит. Помню, он еще не зашел. И как бы игра уже пошла, а этот еще не законнектился. Как бы тут дырка. То есть эта фигня не работает. Его-то еще не существует, он-то его из Player Array достает. Что толку от того, что ты достал из Player Array? Player Array пустой, там еще ничего нет. Что он мне советует? Самый надежный способ — это система ради флагов в Player State. Да ты мне звездишь, ничего это не надежно. Сервер... Настоящий диктатор сможет проверить всех, даже если их миллиарды. Какой ты молодец. Это ты на что намекаешь? А? Сервер проверяет, что все Player State помещены как ready. Только тогда запускается матч спауна в и тому подобие. Хочешь скинуть, а нет. Рабочий вариант. Не надо скидывать. Это не рабочий вариант, я тут большую дырку вижу. Ну, третий вариант он предлагает соединить и первое, и второе, то есть. Ни на что, мистер президент, я на вашей стороне. Молодец. Серьезно, знает изучение игрока. Но вот это тот, конечно, вместе вариант. Это хороший вариант. Это хороший вариант, но... Так, чизгейм мод постлогин срабатывает на сервере, когда игрок законнектился и получил плеер-контроллер. Поняли? То есть у него есть у геймода есть метод, но я так понимаю, он в Protected идет. Virtual Void. Молодец. Virtual Void пост логин, пост. Да, тише, будь там своей шеей. Сидим ровно, четко. Пост логин.
Так, пост-логин. Пост-логин. Пост-логин, а что он там? Ну, он сейчас будет ругаться, потому что он сюда вроде как APLR контроллер. Что, правда? Вот так вот, смотри, есть. Этот метод, если верить ГПТ у нас молодец, мы ему доверяем, мы ему верим. Эта штука будет срабатывать каждый раз при том, когда, в общем, инициализация произойдет. Пост. Офигенно, у меня в глазах давление повышается, как у стариков. Хотя бы упражнения на шею помогают. Это как? Это как это давление на глазах? Давление в глазах повышается. Это как? Что за ощущения такие? Я, кстати, вот не стримил, у меня шея не перестала болеть. Я сейчас постримил, у меня капец. Вот в чем она проблема. Я думал, в чем проблема. Вот она в чем проблема. Наверное, потому что я к микрофону пытаюсь постоянно пододвинуться. Player state. Что? Подожди, стоп. Main GC. Сейчас все будет. Слушай, короче. Это как глаукома, ухудшается отток внутриглазной жидкости, что нарушает питание зрительных нервов. Ты же понимаешь, что ты мне сейчас кастанул заклинание просто-напросто. Чекпоинтер вот этот вот, а перед этим нам надо... Большинство людей этого не замечают и в итоге быстро слепнут. Так, а чего не замечают? Что это значит? Ухудшается отток визуальной жидкости, что нарушает питание зрительных нервов. Как это проявляется? Вот. Живу, как это проявляется? Что происходит? Просто тупо видеть становишься хуже или что? Или я не знаю. Нам... Не замечают глаукому и слепнут за один день. Так если ты не заметил, и у тебя там ровно один день есть, что ты успеешь за этот день. Я, короче, ничего не понял. Лично у меня в глазах становится мутно. Ну, если я не могу вспомнить, как это, значит, у меня все хорошо. Фу, отпустило. Так, а что ты делаешь с этим? Надо что-то делать с этим, там, а-ля врач там какой-нибудь. Ой. Ну еще я могу пальцем надавить на глаз и понять. Expected Players, как вам такая история? А у нас конструктор есть? Или нету? Все 4 упражнения из видео помогают. Нет внутричепёного давления, меньше причины для глаукомы. Или у нас нет конструктора? Ну, понятно, что мы его можем создать. Точнее, это как раз-таки не очень было понятно, так как, допустим, в виджетах тех же он не дает его создать. Реал, засранцы. Раз, два. Хорошо, пост-логин есть, бла-бла-бла. Бла-бла-бла.
Уже полчаса жду, пока Урина соберет новый проект для теста глючных классов. Чем заняться? Не равен. Ретерн. Уже площадка, пока Урина заберет новый проект для теста глючных классов. Чем заняться? Вот тяжелый вопрос. Можно в игры какие-то поиграть, но если там, наверное, Unreal все тебе занял, поэтому в игру особо не поиграешь. Стрим посмотреть, в чат пописать. Там команды всякие разные поиспользовать. Там по-любому есть что-то, чего вы еще не писали. Уже даже Пемзы пятки почистил. Это хорошо. Держать в курсе главное, это... Правда, Пемза посыпалась, а питкам пофигу. Молодец. Слушай, тебе 20 плюс. Какая это самая? Я как дед старый. Брейкпоинт кто-то ставил. Даже 20 копеек плюс мне. Я видел темную эру технологий, я видел создание первых кустодесов. темную эру технологии. Это откуда? Смотри, видишь, он сделал. То есть вот оно, все, наше счастье, вот оно. Вот оно, наше счастье. Бу-бу-бу. Из Вахи. Из Вахи. Круто. Ну, как ты понял, я не в теме. Так, GetPavna. Есть такая история. То есть мы все получили, мы все записали. Здорово. Есть пост-логин. И, кстати, мы теперь точно знаем, что второй загрузился. То есть вот этот момент, то, что происходит у нас вот здесь после того, как мы пробежались по этому циклу. Вот. Пробежались. Мы четко теперь понимаем, что у нас все загрузились. И самое интересное, если посмотреть, вот сейчас смотрим на второго, вот тут вот. Вот начинается, оп, и в этот момент, то есть он уже получается, что его экранчик-то уже все как бы готов. Ну там еще там 0,1-0,2 секунды, пока он прогрузится. Понятно, что у нас еще отсчет времени будет. А мы, в принципе-то, можем дальше уже делать дальше всякие штуки. Ну, вот тут вот начинается, то есть он какой-то должен посчитать, что там, какая волна там условно, добавить, не добавить что-нибудь. И, кстати... Или нет? А подожди, а так это не проблема. Это же, в принципе-то, не проблема. Спаун врагов. Это у нас там была проблема, почему, допустим, они, когда их много, ну, они много часто спавнились, это было потому, что ему надо было, помимо того, что просто отспавнить самого врага, ему надо было еще точку найти в спавне. То есть, вот это вот то, что просчитать, вот эту вот всю фигню. А тут ему ничего считать не надо. Он просто берет и спавнится в точке. Такая вот история. И все. Так вот. Да-да. Да-да. Думаю по поводу плеер старта. У нас сейчас есть... у нас сейчас кто есть вообще? У
нас сейчас есть наш player start. Но у него-то нейминг тот же самый, что и у нашего плеера. Тот же самый, что и у нашего плеера. Соответственно, мы берем, идем создавать enemy spawn. Класс. Кстати, у него же мы сможем привязать к нему же или нет? Но он должен найти этот enemy spawn по-любому, то есть он должен его тоже записать где-то. То есть оп, записали. И вероятнее всего тогда у нас должна быть структура. То есть у нас вот этот массив из игроков есть. И он содержится в структуре. То есть у нас где записан указатель на игрока, сразу его name будет записан. То есть изначально он пустой. Мы создаем эту структуру, мы записываем в него указатель. Инициализация происходит, то есть мы записали туда сразу и name этот, чтобы потом быстро можно было искать, находить всякие штуки. Потому что у нас привязки идут по вот этому name, лейблу или как он там. Также там спавн хранится, его точка спавна именно мобов, его базы, его прочего. Короче, всего указатели вот этого всего хранятся там. Вот. И это все в массиве, то есть для каждого игрока. И, соответственно, мы по этому массиву, если что, быстро бегаем, быстро все находим и быстро ко всему обращаемся, к чему нам надо и к чему нам не надо. Все вроде бы окей, да? Или нет? Вроде бы да. Вроде бы да. Name. Spawn база. Name и spawn база. Хорошо, создаем spawn. Enemy spawn. И вот это вообще мне не нравится. То есть получается, что вот этот раздает наш player start. Должен раздавать всем, кому надо, вот эти лейблы. На данный момент он раздает вот этим вот колоннам. Короче. А потом и player start должен раздать этот лейбл. Но так как у нас U-Object, там, понятно, мы его просто сюда добавили, точнее не U-Object, а актор. Мы его туда добавили, и все, как бы, нам просто надо его сюда добавить. И у нас уже player start, enemy start будет работать. Ну, точнее, он уже будет с этим лейблом, который нам нужен. А вот и с базой та же самая история. С базой абсолютно та же самая история. Тоже ее добавить. А хорошо ли это, что старт раздает ему? А может быть, это и нормально. Потому что у нас игрок приконнекчивается к старту вот этому. А старт в себе держит информацию о всей вот этой локации. Или шляпа. По-моему, не шляпа. По-моему, самое то. По-моему, самое то. Хорошо, я хочу создать этот самый enemy start. Где здесь? Ой,
Player Start есть такая штука. Как Player Start PE. А что PE? Что такое PE? Или это не мой старт вообще? У меня, по-моему, по-другому называется. Вот он, мой Player Start PE. Это не мое вообще. Создать от него... Ну, не от него, вернее, а просто создать Player Start. Только Enemy Start. Давай все создаем. Enemy Start. Start. Enemy. Ну да, сюда пойдешь в обычный enemy. Enemy Start. Create класс. Подожди. Нам их надо достать как-то, правильно? Я вот думаю, как нам их доставать. Я вижу два пути. Первое, у нас уже у этого он есть. У этого уже вся информация есть. Ему нужно просто приведение типов сделать. Приведение типов. И все будет... ну, даже можно не делать приведение типов. Хотя нет, так как у него пачка, ему нужно будет из них выбрать каждый привести. Не, это шляпа, мне это не нравится. Будем делать через get all class. И не морочь себе голову. Get all actor of class with tag. Такую вот фигню будем делать. Старт. Ну, тут мы пока ничего не пишем. У нас он просто существует. Это enemy start. Единственное, что мы сейчас BP от него создадим. И все. А так... Ну, пока у него логики никакой. Потом, понятное дело, логика у него, может быть, и будет. То есть, да даже будет. Потому что он должен визуально как-то быть. Он будет визуальный какой-нибудь. Шар, портал, еще какая-нибудь фигня. Что-то там будет обязательно. Так, enemy сюда создадим. Blueprint класс. Enemy start. Select BP. Enemy start. Все, сохранить. Хорошо. Сюда его сандалим. Будем считать четко все. Первый есть. А что первый есть? Попадешь ты в арену 1, да. Давай потом. Арена 0-1. Хорошо. Старт. Сейчас дублируем. Что в арена 2.
Ой, оно, кстати, там бочком-рачком стоит. 90 градусов развернуть, чтобы было. Ну, там плюс-минус. Понятно, что они должны быть одинаковые, а то получится у одного у кого-то ближе, у кого-то дальше. Некрасивая история, но... А так, на рандоме. Хорошо, есть. У нас есть эти штуки. Теперь надо player start вот этому второму почему-то. Дайте вот этого первого. Оп. Оп. Enemy start нулевой. Вот этот товарищ. Плюсик. Оп. Enemy start второй. Хорошо, далее. Значит, таги у них будут. Таги у них будут. Есть я хочу include enemy start. И структуру надо создать. Структуру создать. Я думаю, пока что она будет... Что делать, если она будет не блюбинтовая? Она нам нужна как в качестве... Но она не реплицирует. Она нужна в качестве хранилища, чтобы мы из нее доставали всякое. Ему же нормально будет? Или ему плохо станет? Struct. Player info. Инфодата. Ну, что-то как-то многовато текста. Чуть попроще. Что у нас здесь будет? У нас будет здесь вот этот main pawn. Знаете, в чем прикол? Оно же должно быть все под ее пропертей. Все под ее пропертей. Значит, это usestruct должен быть usestruct. Просто может быть pawn. Ну ладно, пусть будет main pawn. Ну я все сделаю, ее property of name. Name pawn. Name. Или name pawn. Давайте так сразу. Name pawn. Name pawn. Enemy start. Старт. Есть такая история, но он, естественно, об этом ничего не знает. Сейчас узнает. Вот. Вот этот товарищ должен сидеть на вот этом указателе. Вот такая вот штучка должна быть. All players. Data. Пусть будет player info data, да, пусть так будет. Крутяк. Я собрал проект со своим манем инстансом, и он сразу крашнулся. Походу, я нашел направление. Не мы инстанса. Вот ты понасоздавал, блин, все своего. Что ты по-нормальному? Уже бы ты, кстати, ты в курсе, если бы ты, наверное, но это я так предполагаю, если бы ты не делал вот эти вот всякие штуки со своими инстансами и прочим, то ты бы уже закончил бы все. Уже кончил, представляешь?
А так до сих пор еще не кончил. Вот как так получается? Как так? Get all actor class. Тут заранее должны его получить. Потом мы должны его здесь будем записать. Найти здесь его. Мне не нужно заканчивать. Мне надо углубиться в самую суть и сделать по-своему. Ну, тогда ты в правильном направлении двигаешься. Просто мы тут все ждем, как бы, когда уже релиз, все дела. Подожди. Вот этот enemy start, Ray будет T. Зато теперь мое самомнение выросло на 1000 и могу задавить ею любого HR. Да, HR тебя слушать просто не будет. Блин, это какая-то фигня. Я не знаю, то ли мне попадаются такие видосы, но люди, короче, недовольны. HR-ами, что это самая бесполезная фигня сейчас. Люди, которые вообще не понимают в работе ничего, ну, в той сфере, под которой они ищут людей, они ничего не понимают. И на первое место возводится не умение работать, а умение проходить собеседование. Вот такая вот фигня. Starts get you gameplay statics. По-моему, так. Ну ведь главное, убедить HR, что я им нужен. Statics. Ну да, но это же бред. Ты не HR должен, но этот самый, я не знаю, там ждать команду, с которой ты присоединяешься, руководителя, там, не знаю, геймода. Что мне геймод? Не геймод, а этот... ну, вот этот, который... сеньор, который этот... Тимлид. Сеньор Тимлид. Кисмет. А что? Что-то не так с моими навыками? Да нет, все отлично, но есть разница, короче, между тем, чтобы проходить собеседование, и между уметь что-то делать. Get all actor of class with tag. Он, по-моему, у нас по ссылочке, да, TISA class of акторы. Ах ты мразь, ты мне сразу его акторами делаешь, да? This. Геймод, он же в контексте мира, да, существует? Ну да. Он this, он... Ну да, у него же был Get World, значит, все отлично. This subclass of actor. Вот этот давай. Static class, static. Static класс, так, так, вот с тагом, подожди, с тагом. Тогда не вис так, просто в класс. Просто в класс. Что ты хочешь здесь еще раз? А, ты хочешь просто... Ты хочешь просто делегет актора. Ты хочешь... Да, enemy starts. Все, есть. Потому что он не знает еще, что там за таги. Поняли? У них таги разные. Это вот здесь вот он должен будет сейчас его пробираться, по тагам бегать. Нам даже приведение типов не надо делать. Нет, нам надо делать приведение типов. Но это если только в другого. Хорошо, то есть мы получили плеера, вот он плеер, бла-бла-бла. Нам надо создать вот эту структурку. Структурка player info data. Player info data. Все есть. Player info data. Точка. Main pop. Что?
enemy main pawn. Сам запутался, молодец какой. Player pawn. Хорошо, мы его присвоили туда. Потом из него же мы должны достать name, то есть player. Data.name pawn equal player pawn. Player pawn get name or label, там был actor name or label. Вот такая вот штучка должна быть, хорошо? Видимо, не очень хорошо. А что не так-то? Так, теперь хорошо. Здорово. Получили. А вот это вот самое интересное начинается, потому что нам надо взять и проверить вот этот массив. То есть нам нужно его перебрать. For actor item sub item. Перебираем его, и вот этот sub-item мы должны спросить if sub-item actor hashtag player info data name pawn. То есть если он у него есть. Давайте, наверное, сделаем еще интереснее. Наоборот, разворот и continue. Continue. Если у него он есть. Нам нужно сделать приведение типов. И засунуть его туда. И все. И я думаю, мы будем очень смелые. Мы вот так вот сделаем. .enemy start equal cast. Давайте чисто ради интереса мы сделаем такую cast checkit. Первый раз используем его. В памяти, может, останется. Есть такой покемон. Enemy start sub-item. Ну вот, мы его записали. Все здорово записали. Заполнили. Сюда добавили. Data, пожалуйста. Есть. Сделали. И что мы делаем дальше? После того, как этот, правильно, мы должны очистить вот этого товарища. Мы должны его очистить, короче. Ну, чисто теоретически все. Чисто теоретически. Давайте проверим. Я перезапущу. Смотрим, что там в самой этой структуре лежит. Не факт, что он сейчас компилирует, может, ему так не нравится. Но из двух. Ну да. Так не нравится, потому что там generated body нужен. Да. Так, ну что. Play. Тра-та-та-та-та-та. Второй игрок, бац. Есть. Павел, скажи мне, что тут у тебя. Так, ну, enemy start 0 pointer. А как cast check пропущен, если самый enemy start 0 pointer?
А, может, он здесь даже не залетел. Подожди. А, нет, залетает. Player start tag. None. Что такое player start tag? А при чем здесь player start tag? Мы же актор хэштаг проверяем не вот этот player start tag. Мы его проверяем просто актор хэштаг. Name BP main вот этот pound C передаем. Ну-ка. Start, вот это хочу посмотреть. Закрой. Ну-ка еще разок. Так, enemy start есть. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enemy start на MVP. Main pound полетел. Все отлично. А тут та же самая будет история. И вот потом залетает этот товарищ. Причем, смотрите, он пролетел первый раз, он сюда даже не залетел. Почему он первый раз сюда не залетел? Потому что вот это он ничего не нашел его. В Enemy Starts находится все правильно. То есть у него находится... А у того почему-то не BP main pound C, поняли? У него другой вообще лейбл у этого, а у этого name. Поэтому надо не or лейбл, вот этот рандом непонятный, а именно name сделать. Ну-ка, уходи. Вот этот name. То есть это просто так везло, что ли, что он там именно name, а не лейбл делал? Ну, сейчас посмотрим.
Посмотрим. Что значит pump check generate errors? Что он от меня хочет? Так, ну спам наши не попортились. А, вот это можно посмотреть. Есть контакт. PP main pound C тут существует. Хорошо. Залетел первый. Сразу первый. Первый. Все подходит. Все как бы подходит. Бац. И сюда записал PP enemy smart. Не подходит. Дальше. А, в принципе, вот здесь можно сделать сразу брейк, чтобы он дальше не листал его. Вот тут надо сейчас дописать брейк. Так, он записал его. Все, есть здесь, очистил, все, она пустая. C1. Ну да, и вот он записал, и все хорошо. Все подходит. Все есть, все сработало, все он записал. То есть теперь у него есть информация о старте, есть информация о чем? Не только о старте, еще и о end location. Ну, то есть end location это то, куда ему идти надо будет. То есть точно так же получим по другому классу. То есть это наша база будет. И мы ей присвоим этот таг. Тоже в старт тот возьмет и присвоит таг. Вот здесь брейк. Брейк, чтобы лишний раз не ходить, не задаваться вот этими вопросами всякими разными. Ну, понятно, что у нас 2 игрока, но даже если мы 4 добавим игрока, это особо не ускорит процесс, но, тем не менее, все-таки это более правильная история. Ну, вот как-то так. Как-то так сделали эту штуку. То есть нам надо, чтобы теперь у нас есть старт и у нас есть энды. Запустился таймер для отчета. То есть какой-то таймер запустился. Но мы сделаем, да, таймер поставим. Ну, поставим там 0.1 сейчас. Неважно. Нам надо, чтобы он каждую секунду отсчитывал. То есть это таймер самовызывающийся через метод. Короче, метод, который... Мы запустим метод, который что-то сделает. И запустит таймер через время, если, ну, неподходящие условия. То есть через 1 секунду там у нас было. И кинет делегат какой-нибудь. Ну, либо что-то сделает, наверное, делегат. Я не знаю, посмотрим. То есть, условно, что там 10, 9, 8, 7 понеслась. И финалочкой он запускает спаун. Этот. Запускает спаун. И начинает спауниться. И посмотрим, что будет. Потому что он должен будет выбрать рандомного моба, условно. Какого-нибудь. Из списка наших мобцов. Он его выбрал. И пошел спавнить его. Причем 2 раза. 1 раз на той линии, 2 раз на другой линии. И, скорее всего, тоже таги им эти дать. Вот этих плееров. То есть раздать им таги, там инициализации сделать, вот эти все приколы всякие. Всякие разные. Ну и дальше они уже пойдут. То есть мы сделаем дальше, чтобы они шли до базы. И... Ну а то, что они там помирают, не помирают, это уже база будет их. То есть у базы будет сфера коллизии. Ее касаются. И мобец испаряется
То есть она получает вот эту информацию о нем, да, делает, что ей надо. То есть принимает в себя инфу его там ХП, там, ну ХП в основном, да, нам надо, отнимает от себя, а его удаляет. И все. И вот такая вот история. Так, на сегодня все тогда. Думал я еще, кстати, как сделать эти карточки. Карточки, короче, будут. Каждую волну будут даваться карточки. 3 карточки, условно. Пока не знаю сколько. Но будем считать 3. Снова берем тройку. У нас есть пул карточек разных. То есть там 10, 20. То есть какие-то они эффекты дают. То есть нас усиливают, либо противника ослабляют. Что-то они делают. Либо нивелируют то, что сделал противник. Да? И чтобы не было прям сильно такого, что кому-то, допустим, сыпятся карточки супер рандомные, крутые, и кто-то мог доминировать, сделать вот такую штуку, чтобы одинаковые карточки. Но тогда у нас получается, что мы четко знаем, что у противника дано, и как-то нет такого, что вот перчинки рандома. И что было придумано? Придумана была такая история. У нас тоже 3 карточки дается. Но вот тут я еще не решил, пока 1 или 2 будет рандомная. То есть нам даются 3 карточки, и 1 из них или 2 из них это точно такие же, как и у противника. И какая-то из них рандомная, но мы не знаем какая. То есть мы не знаем, какая из них нам выпала рандомная, а какая из них нам выпала не рандомная. И тем самым мы как бы можем следить за колодой своей, которая у нас в руках, и колодой, так сказать, которая не у нас в руках. Что-то там придумывать, что-то там выдумать. Такую вот штуку сделать. Хочу такую штуку сделать. А по поводу интерфейса есть идеи тоже, как его реализовать. Именно карточки, чтобы это было удобно. Это будет 1, 2, 3, 4. И мы сможем их проскролливать. То есть колесико, когда мы наводим, допустим, колесико на нижнюю часть экрана. То есть у нас вот тут, представим, есть вот эти 1, 2, 3, 4 карточки. Мы наводим на него колесико вверх-вниз, оно влево-вправо, туда-сюда. И получается, что 1, 2, 3, 4 разные вещи делают. То есть если мы нажимаем единичку, потом LKM, допустим, у нас применилось то, что было под единичкой, но если мы крутанем колесико и потом опять нажмем единичку, то у нас другой эффект будет уже. И также QE сделать. То есть нажимаем Q, двигается в одну сторону, этот весь список. Нажимаем E, у нас двигается в другую список. То есть по одной штучке нажатия. И таким образом мы лишаемся того, что у нас огромный список. У нас карт может быть много. И все просто удобно между ними. А башенки строить у нас, так как башенок всего их 5 пока что, то есть это базовые башни, все остальное это улучшение. То есть у нас есть первый родитель, это 5 башенок стандартные, а потом это уже когда мы кликаем на них самих, у нас открывается менюшка, и там свои башенки уже дальше мы их улучшаем, там, то есть разветвления всякие идут и прочее. Я думаю, на F1, F2, F3, F4, F5 сделать, и все. Ну, а там дальше меняйте, как хотите, как говорится. Вот такие планы. Насчет завтра посмотрим, потому что меня там что-то хотят от меня. Я не знаю, повлияет ли это на завтра. Вот если не повлияет, то завтра стрим будет. Ну, я вечером, в общем, отпишусь. В Дискорде напишу, будет, не будет. Это как-то так. Ну, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Дискорд. Все, помираю. На Дискорд ссылка в описании. И всем пока.